Hey yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, Леха, мой ник Антарадун, вы находитесь на канале Hardplay. Идет время, идут года, уже 5-й год почти я с вами, у нас день рождения канала, кстати, мне тут сказали, не за горами. Через, по-моему, в течение месяца, у нас в июне, да, месяц, напомню там когда. Значит, что я сегодня вам приготовил? Приготовил вам кучу нового интересного. Прям подборку сделали видосов, вообще просто прям шикарную. И сегодня мы с вами посмотрим следующее. Приколы в разные приколюшечки с животными. Посмотрим. Потому что просили, говорили, я не знаю, какой-то вроде видос скинули, из комментариев взяли, надеюсь, вам понравится. Также мы с вами... посмотрим, как всегда, зомби-чеза. Сегодня вообще у нас на самом деле такой какой-то мистический очень, мать его, выпуск, потому что 10 страшных вещей, снятых на квадрокоптер. Понимаешь, на квадрокоптер, то есть вот эти вот летающие пожилые беспилотники тоже когда-то что-то захватывают, понимаете? Да, так что сегодня все это посмотрим. Значит, так, животное я вам сказал, что там еще? Сата Ларгус. Ну, конечно же, как я мог пропустить новый ролик нашего бороды, нашего замечательного, любимого и прекрасного господина Асад. Естественно, посмотрим сегодня, ребята, все хорошо, все в порядке. Значит, в Утопии Шоу мы посмотрим ролик, называется «Ужас внутри нас». Привлек он меня своим названием, потому что, прям, честно говоря, даже интересно, что это такое, что это за ужас, что это такое, как-то коротко и слишком страшно. Страшно, понимаете, очень страшно. Если бы не было так страшно, то все. Значит, ну и темную сторону. Я сегодня, значит, захожу к ним в комментарии. Когда-то мы смотрели с вами канал «Темная сторона». И вы знаете, в описании, не в комментарии, в описании к ним захожу, смотрю. Причем это посыл, на самом деле, от подписчиков. Они говорят: Лех, зайди в темную сторону, они тебя любят и ждут. Я, значит, такой посмотрел, а не смотрел их уже, наверное... Блин, не соврать, наверное, с год, да, мы их не смотрели. Я не знаю, сколько не смотрели. И, значит, такой захожу, глаз прищурил, а они... Hardplay, сердечко и на мой канал. Ссылочка висит. Я говорю, ну ладно, чертяки, зайду к вам сегодня. Ладно, хорошо. Хорошо, загляну, забегу. Так что сегодня темную сторону обязательно посмотрим. Ну и вишенкой на торте станет, как всегда, Дима Масленников. 2-я серия его рассказа про замок, его поездки, который мы в тот раз с вами посмотрели. Самое главное, что хочу сказать. Дорогие друзья, мы с вами... Поздравить вас хочу. Мы с вами побили рекорд канала за все время его существования. На предыдущем ролике Димы Масленникова, я не знаю, сколько уже просмотров, я, в принципе, сейчас даже гляну, не поленюсь. В общем, я такой статы не помню даже, когда ролики набирали по несколько миллионов. То есть, да, 734 тысячи просмотров за неделю ролик набрал. Если я не ошибаюсь, там сейчас уже 89 тысяч лайков. И поэтому, как бы, комментарии излишние. Просто хочу вам низкий поклон и благодарность всей моей аудитории. Ребята, спасибо, добро пожаловать. И это, конечно, очень круто, потому что из, по-моему, 6 выложенных роликов у нас 4 ролика с вами в трендах. Мне это особо ничего не дает, но, конечно, безумно приятно то, что мы с вами резко камбэчимся, возвращаемся. И вам нравится... новый монтажер у нас молодец, вы там в комментариях ему пишете, он все видит, так что передавайте тоже ему привет огромный. Значит, хочу также сказать, что ролик с нашим мистическим, как вы знаете, я откладывать не стал, я поехал бабайку у себя в квартире искать. Случилась там немножко мне непонятная вещь. Как бы, если честно, немножко страшно стало. Моя посмотрела, сказала, что домой она не поедет. Но вроде сейчас все нормально, как бы все живем. И игрушку просто эту сняли. Кто не знает, обязательно посмотрите, потому что очень криповая тема. Ну, не знаю. Не знаю, сошлюсь на технику.
Да, но на всякий случай, говорит, хату на продажу выставил. Нет, шучу. Конечно, я этого делать не стал. Я, ребят, говорил то, что как бы бывали такие ситуации, но немножко крипово, конечно. Особенно, когда ты находишься где-то наверху. Игрушка, кстати, это не автоматическая. То есть нет у него никакого там автомата или еще что-то. Так что держу в курсе. Значит, что еще хочу сказать. На этой неделе, наверное, самое интересное для вас, да, я еду на заброшку. Нам привезли оборудование. У нас все хорошо. Так что поздравляю всех и... Ну, типа, заброшка не за горами. Вот, так что как-то так. Причем заброшка поделится на два типа съемки. Скорее всего, как мы, по крайней мере, планируем. Надеюсь, погода нас не подведет. Заброшку я уже точно знаю, какую. У нас полностью все готово. Просто ждем дня и поедем снимать. Так что я думаю, что через неделю, то есть, ну, через следующую неделю мы подготовим, обработаем ролик и выложим его на YouTube. Выложили бы, наверное, уже в следующие выходные, но, к сожалению, YouTube сейчас, как вы знаете, хандрит. Сейчас очень криво отображаются просмотры на видосах, сейчас снимаются лайки. Я не знаю, вы, наверное, если смотрите там стримеров и других ребят, вы тоже об этом знаете. Или там блогеров каких-то, вы видите то, что лайкосы ваши снимаются, убираются. То есть я не понимаю, что там с политикой, наверное, связано. Может быть, видосы просто все. Это всех касается. Игровых, обычных стримеров, блогеров. То есть все-все-все. Сейчас, кстати, в тренды зайдете, по всем первым местам пройдете. Там у всех первых мест там по 100, по 150 тысяч просмотров. То есть там за малым исключением. Ну и самое главное. Уже 25-е, да, самое главное. Рубрику я решил назвать Stay Alone. Почему именно так? Потому что в каждом видеоролике я буду оставаться в каждой заброшке, в каждом видео. Я буду оставаться наедине с самим собой, со своим страхом, со своими какими-то фантазиями. И вы, в принципе, увидите все, что меня будет окружать. Еще раз, кто не знает, ребята, рубрика будет носить сугубо такой документальный характер. Я больше все-таки как скептик, но я скажу так, что страшно. Правда говорю, очень страшно ехать, потому что просто мы уже туда раз съездили вечером, но мы внутрь вообще пока не заходили, мы просто осмотрели местность, где припарковать машины. И это вообще забейте, это жопа, это... Это очень стрёмно. Да, будет очень интересно. Будут как прямые эфиры. Значит, будет одна заброшка на следующей неделе. И если у нас удастся и погода нам будет благоволить, и все хорошо работать, мы с вами, как я и говорил, пойдем искать вот этот вот черный столб. Забыл сказать, не будет никаких постанов. В видосах не будет каких-то там, знаете, типа... вбросов там или кто-то специально пугать будет. Просто я останусь наедине с самим собой. Со всем тем, что меня окружает. То есть не будет там, знаете, типа там кто-то случайно где-то пошумел и так далее. И как-то так. Поэтому, братцы, ну и девчонки, будет, по-моему, очень страшно. Ладно, предлагаю тогда сейчас перейти к видеороликам. От вас лайк, как всегда, подписка, поделиться там можете, нажать кнопочку. Кому, конечно, не сложно, если... Вот. Ну, а с меня просто хорошее настроение. И желаю вам, ребята, чтобы эти выходные прошли на ура. Выходные. И вы хорошенечко отдохнули, зарядились энергией. Ну, а кому скучно, грустно, одиноко, то мы вам сейчас это дело... Сейчас мы все исправим. Сейчас мы, знаете, легчайше это все сделаем. Так, музычку я офую. Все офую. Ай, ну давай, как говорится. Ой, как хорошо-то. Ля какой, видал? Ой, я прям футболочку. У нас размеры пришли, я поэтому футболочку одел. Да-да-да. Так что я теперь ля какой хожу, теперь прям кайфую, блин. А то я... Тут где-то на съемках я похерил, директор мой не забрал. Хадость. А вот, и вот размеры пришли, ждал свой размер, Excel-чку свою. Так что, если что, ребят, hardplaystyle.ru, там сейчас скидки 50% на футболки. Специально для вас сделал. Да. Так, все. Ну, ай, ну давай, как говорится. Поехали. Ай, ну давай. Так, ну что, про что посмотрим? Как обычно, ваши вот эти хохотушечки начнем.
Чини-хохотушечки или зомби-чес? Давайте с зомби-чес начнем. Ой, вы знаете, мне всегда, вот знаешь, нравился вот этот зомби-чес. Он мне, правда, не отвечает, но мне кажется, он что-то про нас знает. Дорогой зомби-чес, ты, если меня слышишь, мой хороший, мы тебя любим. Это we love you, зомби-чес. You are very good, very beautiful and very nice content for us. Вот, так что как-то так все, ребята. Зомби-чес, 10 страшных вещей, снятых на квадрокоптер. Так что давайте посмотрим, что там наснимали наши квадрокоптеры. Поехали, вот. С помощью дрона, или как его еще называют квадрокоптер, можно обнаружить много интересных и загадочных мест, полюбоваться видами с птичьего полета, сделать профессиональную съемку. Но иногда квадрокоптером можно совершенно случайно запечатлеть такое, то, чего точно... Кстати, квадрокоптеры, ребят, если что, бывают совершенно разные. Я недавно столкнулся с этой темой, и мы купили квадрокоптер. В общей сложности цена вопроса 100, по-моему, 50 или 160 тысяч. Не спрашивайте, почему именно такой квадрокоптер. Просто для съемок, для дальнейшего нашего контента очень-очень нам такой именно квадрокоптер нужен. И это еще не самый дорогой. Просто, чтобы вы понимали. То есть, как бы можно Ладу Гранту. Спорт. Угу. не ожидаешь увидеть, то, от чего кровь стынет в жилах, и это я не преувеличиваю. И у нас 10 жутких видео с квадрокоптера, которые испугают вас до чертиков. Обязательно посмотрите от начала до конца, не пожалеете. Поехали. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты найдешь... Я, кстати, подписался на Зомби Чес канал. Ты тоже не забудь на наш подписываться. Вот так вот сейчас сделаю чудо монтажа, вот так... Hard Inside. Там в повторе потом посмотришь, я смонтирую, я умею. Все шокирующие и запрещенные видео ютубом, которые не входят в выпуски канала Зомби Чез. Это довольно пугающее видео, снятое с квадрокоптера парнем по имени Джо. Так, начинаем опять распознавать вот эти фейки. Фейки, понимаешь, мы начинаем распознавать, потому что непонятно вот эти. Так, смотрим. Первый видос, как всегда, ребят, в комментариях пишите, что правда, что неправда. Чи фейк, чи не фейк. Я сейчас, как великий скептик и аналитик всея ютуба, буду сейчас здесь быстро все распознавать. Так что все, поехали. Сейчас я своим невооруженным этим супер взглядом все направляет дрон глубоко в лес, чтобы обнаружить интересных лесных обитателей. Джо со своим другом пролетает на коптере над болотом и начинает думать, что они заметили что-то странное. Но когда они спустились... Ни хрена себе, болото. Слушайте, я порой реально вот так вот думаешь, знаешь, вот в голове, да, пролистываешь, так иногда, знаешь, там это змеи, блядь, анаконды, крокодилы, я не знаю, ушел в лесу, присел, немножко прикорнул поспать, все, и проснулся, смотришь, глаза открываешь, темно. Почему-то просто потому, что тебя анаконда сожрала или крокодил какой-нибудь. Слушайте, как хорошо, что у нас только ужики, да, ну и комары немножко задрачивают. А так вот у нас реально, у нас всякой вот этой вот нечисти, нет вот этих всяких комаров, анаконд, к дереву прислонился, там с дерева какой-то древесный трехполый этот уж тебя за колбасы богатырские схватил. Фу-фу-фу. Ай-яй-яй. Поехали. Пониже, замечает вот это. О, шо? Хоть они и в безопасности сидят в машине, но этот момент все равно наводит дикий страх. Начинаешь переживать, когда один из голодных аллигаторов зловеще смотрит прямо в камеру дрона и движется на него. Как думаете, этот аллигатор ищет еду или просто охраняет свою территорию? Но вы вот так вот над каким-нибудь бомжом запустите пьяным, он также за ним пойдет, также будет охранять свою территорию. Ну что вы за люди, а? Ну просто аллигатор привлек звук дрона, поплыл за ним, поесть хочет. Это загадочное видео снято с дрона, на котором олени ведут себя очень странно. Автор этого... Олени на рейве, слышь? Ты че концерт, че не концерт, радиотапка, не вижу. Видео руководителя арктической экспедиции. Он поделился снятым с квадрокоптера роликом на своей странице Facebook с подписью: «Кружение оленей. Зачем они это делают?»
То, как это видит дрон, завораживает. В Содомиты. комментариях пользователи тут же начали делиться своими версиями из странного, но Я тебе отвечаю, слышь, это дискотека 2000-х годов начала. Просто содомия творится, смотри, просто слэм, просто тупо слэм реально. Олени просто тупо на рейве говорит: чё, братан, сегодня пойдешь? Да, пойдем. Ты, говорит, в какой загон пойдешь, в первый или во второй? описано поведение оленей. Защита от нападения волков и медведей. От гнуса Чего? они таким образом спасаются. Брачные игры. Особенной Слушай, ни хрена популярностью себе. комментаторов Это, короче, на повтор поставил 24 часа и залип. Сел, слюна капает, смотришь, как олени рейвят. пользовалась версия с самообогревом. Греется, Самообогревом. наверное, и загон маленький. Во-первых, греется, во-вторых, вытаптывают снег, чтобы Бля, вот здесь вот вообще прям самые тусовщики, короче, слышь, собрались. В левом нижнем они прям... Там вообще не пропихнуться просто. найти под ним ягель. В общем, видео с танцующими или водящими хороводами оленями быстро стало вирусным и вызвало жаркие дискуссии по всему миру. Охренеть. Но независимо от того, чего хотели добиться олени своим причудливым поведением, получилось у них красиво. Слушай, ну прикольно, да, кстати. Я такой, кстати, первый раз Саймон увидел. Лоуренс снял с дрона кадры, на которых большая белая акула преследовала 7-метровую Какула. лодку. Чего она хотела? Думаю, вы и сами догадываетесь. Это произошло недалеко от берега Южной Австралии в октябре 2017 года. Вы можете увидеть огромную акулу, небрежно дрейфующую под лодкой. Поначалу кажется, Небрежно дрейфует лодка в местах обитания акулы. А акула, она прекрасна, она вообще очень грациозна и красива, особенно когда людей ест. что животное особо не интересуется лодкой и людьми на ней. Даже разворачивалось, якобы уплывало. Не, ну крипово. Автор видео Саймон сказал, Это не фейк, точно. акула уткнулась носом в мотор и начала толкать. Затем она прижалась ртом к датчику эхолота. Вы можете четко видеть очертания штырит. акулы в воде, что само по себе довольно пугающее. Через некоторое время акула уплывает и забирает Как вы думаете, ребят, почему такое поведение? Что-то я первый раз такое у акулы видел. Может, она помирает, типа, к людям так приплыла? А что, она попить, поесть хочет, что? Ну, это дико крипово. Прикинь, всего 7 метров лодка, на которой подплыла акула, которой сколько там? 2-3 метра. с собой веревку. Что думаете об этом? Была ли явная опасность для людей? Пишите в комментариях под видео. Да нет, лодку она вряд ли такую перевернет. 40-летний Странно, очень житель странно. Англии снял на видео призрак всадника. Привидение появилось на кадрах панорамы старинного замка Спасибо. Беркли на западе Англии. Сейчас прочитаю донат. Британцу, который намеревался снять красивую панораму в графстве Глостершир, Блин, как же там красиво. Вы знаете, я мечтаю, просто мечтаю пойти по стопам Димона Масленникова и зайти в какой-нибудь вот такой замок, прикинь, там поочковать, походить. Только прям, знаешь, такой старый, какой-нибудь древний, желательно вообще заброшенный, где даже экскурсии нет. Вот это вообще будет просто пушка-бомба. Блин, это мечта вообще, мне кажется, всей моей жизни. Это очень круто. Там, представляешь, атмосфера какая, сколько веков там этому замку. случайным образом удалось запечатлеть на видео призрака замка Беркли. На видео попал белый силуэт, напоминающий скачущего по замку всадника. Автор добавляет, что рядом не было источников дыма, ветер же дул в противоположном направлении. Он уверен, силуэт, попавший на видео, доказательство существования привидения в замке. Стоп. А вот это что-то вот как-то немного правдоподобно. Ну-ка, секунду. Так, начинается следствие. Видение. А ну-ка. Что-то оно больно правильно двигается. Как сказать, неправильно, а слишком реалистично, что ли. Слушайте, ну, кстати, вот в это я, наверное, где-то как-то могу поверить. Почему? Потому что я верю в то, что есть память у мест. То есть вот эта фантонная память может быть просто фейк, да. Может быть дым так откуда-то просто вышел. Может быть пар, может быть как-то низина какая-то, я не знаю, может природное что-то, какое-то явление. Но очень правдоподобно выглядит и
там 4-я меня заставила задуматься. Чуть-чуть что-то есть такое, то есть... Ну, я думаю, что это все просто объясняется каким-нибудь, да, типа дым из трубы или еще что-то. Автор видео по имени Кайл снимал со своего квадрокоптера красивые и мрачные пейзажи зимнего леса, когда вдруг, пролетая над заснеженным небольшим железнодорожным мостом, он замечает очень странный объект. That's 100% like, dude, what the hell? What is that? Yo! Воздушный красный шар, который кто-то примотал к мосту. Похер на шар, тебя вот это, братан, сейчас не смутило? Это... Воздушный красный шар, который кто-то примотал к мосту. Чего? Вы... Подожди, стоп. Погоди. Вот сюда смотрим. Нет, это течение. Все. Фу, это страшно. Я сначала, ну, думаю, в спокойном месте, типа, где нет, протечной воды, нет течения какого-то. Откуда? Не, течение, там видно. Ничего не напоминает. Мы видим, как по мосту проходят люди, и особо на красный шарик внимания не обращают. Слушай, ну пойдешь вечером, обосрешься конкретно здесь. Давайте вот уж говорить как есть. Реально, здесь пойдешь вечерочком, и можно немножечко... Это немножечко, да, может колечко сузится. Представляешь, идешь с фонариком, светишь, у тебя просто красный шарик. Кто бы очканул, плюс чат. Полетав немного над местностью, вроде как Кайл особо ничего тема. необычного не заметил, но решив напоследок вернуться еще раз к этому мосту, мы можем заметить силуэт, переодетый в костюм клоуна. Кайл начал за ним следовать, что произвело к весьма странной реакции Я клоуна. понял. Он убегал, прыгал, нервничал, кидал камни в дрон безуспешно, видимо, очень хотел скрыться от преследования. Что делает этот жуткий клоун в лесу? Снимал очередной пранк над людьми, и его заметили? Или все же это постанова автора? Пранкеры. А может, это самый настоящий маньяк, которые так любят переодеваться в костюмы? В любом случае, видео получилось весьма интересным и жутким. Ясно. Пранкеры. Понятно. Отлов для безопасности людей темных тигровых питонов во Флориде – непростая задача. Камуфляж этих змей работает так хорошо, что их практически невозможно обнаружить в растительности и даже посреди газонов. Тем не менее, в городе появился новый помощник в виде дрона, который значительно упрощает и ускоряет обнаружение питонов, и этот беспилотный аппарат оснащен инфракрасной тепловой камерой. Эти кадры, которые вы видите, действительно устрашают. Автор видео снимал... Вспомни теперь свою реакцию, кто видел ужа в лесу. И побежал. Там просто мужик подошел, питона за башку взял вот так. Блять, очередной. 25-й за сегодня. И дальше пошел. его на свой дрон. Он хотел показать высоту и красоту гигантской ветряной установки и был ошарашен, увидев на ее поверхности человека, загорающего на высоте. Я так раз очканул. Увидел. Ты знаешь этот клубок змей? О, это просто забейте. Это не как поползли, ты знаешь, как шнурки под ногами. Я говорю, это мне такое не надо. Пособирал, говорю, грибочки. Показать блядь. высоту и красоту гигантской ветряной установки и был ошарашен, увидев на ее поверхности человека, загорающего на высоте 60 метров. На удивительном видео видно, как вот... Сука, Глэк. Вот ты представляешь, сколько места внизу? Ты можешь просто вот в любое место лечь. Понимаешь, там газон везде. У меня сейчас
один вопрос к чату и к тем людям, кто будет смотреть это все дело на видеозапись. Это сектор приз на барабане. Черный ящик, пожалуйста, внесите. Открывается черный ящик, там вопрос. Как вы думаете, с какой страны данный человек? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Я даже не удивлюсь, какой будет самый распространенный и залайканный ответ. Вообще ни доли удивления не будет. Поехали. Сел и начал размахивать руками. Автор видео и владелец коптера в ответ покачал аппаратом из стороны в сторону. Мужчина из Северной Каролины позвонил властям после того, как однажды утром пропала его 81-летняя жена. Члены семьи обыскали всюду, но не смогли ее найти. Его жена была больна психически, поэтому Мужик радует. Ой, тихо, не надо, ладно, так говорить. полицейские знали, что им нужно использовать все Наконец-то, силы, говорит, чтобы попытаться поживу. найти ее, в том числе последний, который был добавлен в их арсенал – дрон. К счастью, они запустили крошечное устройство и пролетели на нем над 40-акровым полем возле Бабка вышла посерить немножко, ну, с утречка, говорит, дай выйду. Все, там, дед поднял панику, поисковую операцию, и вот, пожалуйста. дома пары. Они тщательно маневрировали дроном и его камерой по всему полю. Женщину нигде не было видно. Вы еще, блядь, в Затем прямом они эфире пролетели запустили. беспилотником над массивным засохшим кукурузным полем. Посерить не дают. Он пролетел и записал только коричневые стебли, пока внезапно не уловил вспышку Коричневые чего-то стебли. фиолетового. Там в грязи в фиолетовой куртке сидела Я просто себе представляю картину. Сидишь, личинку выдавливаешь, прикинь. Всю ночь терпел, впадло было с кровати вставать. Над тобой дрон, вертолет, я не знаю, нацгвардия зависла там. Я не знаю, собаки, блядь, вышли, патруль там. Я не знаю, весь штат подняли на твои поиски. Дед с ружьем вышел. Добровольцы в количестве 1500 человек. Все тебя окружили, ты сидишь, давишь пасту. Жиза, блядь. Это как в гости, когда приходишь, вот то же самое начинается. Вот вроде никто в туалет не ходил, как только сядешь, дела все свои сделать, сразу начинают все, блядь, ручкой трепыхать. Что за народ, а? седая Быдло. женщина. Когда дрон приблизился, И снова она в страхе натянула седая капюшон. ночь. Офицеры были Как вы думаете, что он, когда присел на кардане, он ей сказал? Стрёшь? Стру. Ну ладно. Я подожду. отправлены Блядь, ладно. немедленно. Всё, Они тихо. нашли женщину, которая была сбита с Второй толку, идет. но не пострадала. Сбит Ее с муж толку. и остальные члены семьи вздохнули с облегчением. Чё она срет? Запись демонстрирует темное человекообразное животное О! на правом берегу речки. Оно идет по снегу между деревьями неподалеку от воды. Прямоходящее широкоплечее Петрович! существо Прямоходящее! передвигается широкими шагами. Возможно, из-за того, что утопает ногами в снегу. В определенный момент Заблудился дрон мужик. пролетает прямо над Йети. Вчера Ниву Оригинальная утопили, запись длится больше водки 10 выпито немерено, минут. ну И дайте- данная сцена единственная, где заметен Бигфут. Многие Бигфут. специалисты, проанализировав видео, пришли к выводу, что на нем показан Стример один с Новосибирска в Москву идет. Огородами, блядь. Это местный рофл, не обращайте внимания. настоящий снежный человек. А вот Снежный скептики человек. в интернете убеждены, что это пеший путешественник или охотник. Однако, почему тогда у него не видно рюкзака, снаряжения и ружья? Да и вообще, если это действительно человек, то явно в каком-то костюме гориллы. Отсюда возникает вполне резонный вопрос. Не-не-не, там что ответ этот простой. переодетый чудак делает вдали от цивилизации в сильный мороз? Специалисты притом отмечают, что снятое животное Идет он, передвигается в клин. весьма характерно для снежного человека походкой. В любом случае, люди так не ходят. Пьяные люди За ходят. одну ночь в О! зеленом поле в Бразилии появились загадочные Вот это, кстати, карусель. Вот это карусель. Вот это вот появляется очень часто. Я не знаю, почему не показывают. Причем по буржуйским каналам очень часто показывают, что появляется время от времени вот это с круги, цветочки, этот, василечки. Я специально, честно вам говорю, заморочился
и начал смотреть разоблачение вот этих вот всяких кругов. Это вражки, и, по-моему, в Украине есть ребята, которые, короче, ну, показывают, как это делается. Отличить вообще невозможно. То есть берут палки такие специальные, длинные, и, короче, и человеческие фигуры делают, и все, что только можно. Из дрона, с коптера просто этим всем делом управляют. Но у всего у этого есть другая фишка. Понимаете? Фишка в том, что ладно сейчас, а как раньше? То есть, чтобы правильные контуры рисовать, нужен все-таки как минимум хотя бы дрон какой-нибудь. Поэтому надо задуматься на эту тему. Как, допустим, в древние года рисовали такие вещи. Но, если честно, по-моему, очень давно, это лет 10 назад, самое странное, что было, это когда, помните, я не знаю, может быть, кто-то помнит эту тему. В пустыне, блин, в какая? То ли в Сахаре, где там это, пустыня Гоби или Чинигоби, там не помню где. Короче, с самолета увидели очертание, ровные линии, типа человек нарисован. И они с самолета увидели только 1/3 от рисунка. Вы только задумайтесь, каких масштабов там был рисунок. Это на несколько, сколько там, десятков километров он был. Поэтому, если честно, я вот в эти круги верю. Конечно же, куча фейков, чтобы, может быть, привлечь внимание. Вон, видите, рядом деревенька какая-то или что это. То есть, может быть, привлекает внимание, чтобы туристы приехали. Еще какая-нибудь херня. Но, если честно, я верю, что существование вот этих кругов где-то что-то есть. То есть, какие-то, может быть, есть не фейк. Так что, ребят, это плато Наска. Вот оно. Это я просто несколько таких тем видел. Огромные рисунки, которые видно только там со спутников или с самолетов. Поэтому, ребят, напишите ваше мнение по поводу существования этих кругов в комментариях. Очень интересно послушать, потому что уже испокон веков про эти круги говорят в полях, и уже где-то и у нас рисовали. Что-то в последнее время вообще перестали даже показывать. Видать, все болт забили. Загадочные круги, которые так идеально не мог сделать человек. Это видео было снято с помощью квадрокоптера смотрителя полей. На видео отчетливо видно весьма странный рисунок, состоящий из двух концентрических кругов, вписанных друг в друга. При этом на края большего из них словно бусины нанизаны круги поменьше, один из которых не закрашен. Интригует также и то, что в непосредственной близости от изображения 50 на 50. отчетливо написаны цифры 43. Наличие цифр натолкнуло исследователей данной тематики на мысль, что это всего лишь подделка под послание инопланетян, так как подобный подход к пришельцам не свойственен, и, как правило, они не используют арабские цифры в своих посланиях. Однако, очевидцы из местных рассказали, что круги и цифры появились буквально за одну ночь, а заниматься подобной чепухой в этом районе просто некому. Ну, хз, некому, там дома какие-то Если стояли. досмотрел видео до этого Так что момента, как-то то я могу сказать тебе только спасибо. И последнее попросить поставить мне лайк и подписаться на канал. Мужик, конечно же, мой хороший, лайк завезен. Подписочка уже 1 000 000 лет назад оформлена. Колокольчик горит, все звонит. Ты, ребят, обязательно то же самое делаете. Вот, и от себя... В каждом видеоролике в этой серии поблагодарю тех бойцов невидимого фронта, которые воюют и делают по 10, по 15 разных аккаунтов и спамят там по 2-3 слова в комментариях. Спасибо, там для продвижения в тренды вы пишете, еще что-то, прям по 5, по 6 комментов строчат и девчонки, и пацаны, я все это вижу. Спасибо вам огромное, ребят, это работает, реально это работает и очень помогает развиваться, быстро продвигаться видосу. Поиске. Так что спасибо вам. Так, погнали дальше. Значит, так, следующее. Мы с вами посмотрим. Шо мы посмотрим? Шо? Надо что-нибудь, какую-нибудь веселую посмотреть видосик. Давайте Академию смеха посмотрим. Я что-то в тот раз пропустил. Так, значит, так.
Ай, ну давай, как говорится, Академия смеха. Только я хочу напомнить, ребят, всем, прежде чем посмотрю Академию смеха, всем, во-первых, здравствуйте еще раз всем, кто прибыл на стрим. Здравствуйте новеньким, стареньким моим зрителям. Здрасте, мои хорошие. Значит, что хочу вам сказать, то что обязательно подписывайтесь на мой еще инстаграм, hard.inst. Почему ты меня спросишь, нахера он мне нужен, что я там не видел, потому что очень скоро много фотографий будет и очень много инсайдов и фотокарточек, заброшек всяких этих, то, чего вы не увидите даже. Так что как-то так. Давайте, заходите. Буду вам рад. Спасибо за подписочки, ребят. Очень приятно. Значит так, Академия смех. 716 секунд смеха. Лучшие приколы. Март 2021. Засмеялся, проиграл. 100% невозможно. Что такое 100% невозможно, я не знаю, но... с водой. Вот мне все пишут с водой. В тот раз вам зашло, но в тот раз я не сдержался. Так, ладно, давайте с водой. У меня, как всегда, воды нет, но есть Red Bull. Внимание, вопрос. Почему я всегда беру Red Bull? Потому что мне впадло вставать за водой. А с Red Bull у меня целый холодильник, они мне притараканили. Вот, спасибо. Спасибо, ребят. Все, ай, ну давай, все. За вас, за нас, за вас и, как говорится, за пожилой Горгаз. Так, да, кстати, и отвечу на вопрос. One No, спасибо огромное. Называется та-та-та-та-та-та, монтажи по играм. Дядь, ну я смотрю такие видосы, просто в комментах напиши, и пусть ребята залайкают. Без проблем вообще посмотрим. И мне не важно, откуда он, с России, с Украины, еще откуда-то. Я с радостью посмотрю, хоть с Америки, человека. И если что-то интересное, годное делает, то, конечно же, поддержу такой контент. Все, поехали. Значит так, давайте, за вас, ну давай. Саш, привет. Привет. Я беременна. Ну, как всегда. You have to chase a superhero on the run. We are number one. Коньяк – это финальный аккорд любого успешного дела. Can you tell me your name? Абаба. Тебя подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне. Добрый день, компания Oriflame. Интересно послушать предложение. Ополченцы не покидают своих позиций. Накануне они сбили разведывательный беспилотник. Чё ты там булькал, я не услышал. Краб. Тыква. Here I've got one of our big old male panther chameleons. Считается, что таксисты чрезвычайно разговорчивы. Сейчас проверим. Свободен? Сука, ебанул. Не такси. Соси. Ебани. Volkswagen, das Auto. Прошлый год с утра до вечера был Рамштейн. Мы потратили 19 тысяч рублей, чтобы забрать эти наушники. Вот, наш победитель. Здравствуйте. Не игрушечные.
Эти барабаны. Делали софт для самолетов. Да, я долго потом трезвым не мог летать. Моргенштерн, мальчик, такой грустный. Плачет. Ой-ой-ой, как жалко. Обманул. В первую очередь ей хотелось работать с людьми. Вы знаете, есть такие видосы. Знаешь, вот я сейчас себя так вот какое-то у меня ощущение было такое. Знаешь, типа, когда вот, я не знаю, собрались все твои родственники, там, друзья и все остальное, и знаешь, ты такой, вот рэп им хочешь зачитать или еще что-то. И все, знаешь, такие бабушки, дедушки, все такие сидят. Блять, такая же Господи. У меня один раз такое в жизни было. Один раз. Такой был, блять, у меня такой испанский стыд был. Я могу поделиться, но у меня до сих пор это травма моего детства, блять. Я, короче, несколько дней ходил, раньше модно было на брейк-данс ходить. Кто не шарит, мне просто уже 33, как говорится, да, и это, да, уже песок сыпется, но могу рассказать. Значит, брали листы арголита, которые вот у вас стены дед это оббивает, клали на пол, он просто скользит, и, короче, всякие там штуки делали, короче, так, бля, это такой кринж был. Короче, посмотрите в инете, поймете сразу. Брейкданс это фристайло, там всякие там эти, там на голове крутились, еще что-то. И, короче, я не помню кто, у нас точно собралась тогда вся семья, все. И мне говорят, ну что там, покажи там, как ты ходишь там, ну что там, занимаешься? Покажи там движение. Я такой, ну ладно, блядь, достал этот лист арголита. Сука, этот, понимаешь, это вот... Вот эти вот взгляды родственников, это, блять, это просто забей. И все такие, ой, долбоёб. Ну ладно, так, дед, тихо, хватит ржать, давай похлопаем. Молодец. Далеко пойдешь, молодец. Блять, как в воду смотрели, стримером стал, пожалуйста. Так, тихо, продолжаем. В первую очередь ей хотелось работать с людьми. Росгвардию, ну это была моя детская мечта. Детская твоя, блядь, мечта, ты сзади, там нормально все, нет? Какая-то, которая осуществилась на сегодняшний момент. Я лучи добра! Вот это нормально. Ребят, у меня такая проблема. Когда нажимаю кнопку выключения, у меня какой-то странный звук появляется. Ты долбёб? Либо Антона, посмотрите. Есть разброс, но в 115 миллиметров, несколько раз даже в яблочко, блеск.
Школа. Опрос в классе. Машенька, у тебя папа чем занимается? У меня папа бизнесмен. Или работает в Госдуме. Молодец, Машенька, садись. Умница, хорошая работа. Сереженька, у тебя папа чем занимается? У меня папа обычный работяга, трудится на стройке. Ну, тоже неплохо. Вовочка, у тебя папа чем занимается? Он фокусник. Он просто фокусник. Ой, блядь. Молодчина, Шипулин и Барнашов. Да. Ну что тут скажешь? Конечно, Владимир Михайлович. Верили в парня. Работаю директором. Света, почему манекен криво стоит? Можешь поправиться? Послушные работники – это не то слово, каким должен быть работник. Я люблю, чтобы работник был как хороший работник. Царевич, это что за блатная романтика? Ты будешь со мной ехать? Втыкаем первую вместе. Полетели, держись, пристегивайся. Катюш, померила температуру, смотри. Температура 36,7. Ну, повышенная чуть-чуть. Но я чувствую, что у меня уже все. Конец. Спина. Кетанал крем уменьшает боль. Вот, послушай. Корзину фруктов собрала, крем кетанал скорее взяла. Сын марафон потом бежал, ему дала я кетанал. Коротко о главном. Пошли бы вы все нахуй. Come on. I know you can do it. Come on. Turn to a cat boy. Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что вылупился? Да, здесь капитанствует баба. До свидания. Выше колена, ниже пупка, дырка такая, что влезет рука. Я бы сказала, что это мое очко. В устройстве используется технология DrawChill и особый фильтр для превращения воздуха в микро... капли. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Ахиллес. Я помню это имя.
¡Perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ay, Diosita! Chíplale, chíplale. ¡Chamacos! Cảm bấy lâu có chắc là thật không em mình từng lạ lắm sao sẽ càng đau. Volkswagen, das Auto. Тойота. Управляй мечтой. АвтоВАЗ, билет в один конец. Какие нахуй путешествия? Спириту маме монко. Спириту маме монко. Спириту маме монко. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему... Чё ты, сука, бля, базаришь, нахуй, а? Сука, тебе ебало на... Разбил, бля, американская хуета ты, блядь. Говорят, в России в каждой консервной банке можно найти какую-то иголку. Друзья, я тоже купил кильку, вот, видите, она целая со всех сторон. Специально убрал все этикетки, сейчас будем открывать, проверять, есть ли там иголка. Так, это вот так аккуратно. Жми на колокольчик. Слышь ты, колокольчик! Академия, алло! Что там, с ума посходили? Люди картофан сейчас едят, тут тарелку вывернули кто-нибудь. Фу такими быть. Одобряем такие вещи. Лайк. 100% лайк. Спасибо за видеоролик. Так, я на Академию подписан, лайкос поставил. Ты тоже не забывай прожимать, а то все, и без них все. Так, ну шо? Ну... Блядь! Ну шо? Оса-то, да? Сука. Ай, ну, как говорится, поехали. Господи, с таким я трепетом жду Осату всегда. От него ролики про наш автопром. Ой, борода! Тот ролик мне задушили на ютабе, но этот тоже, скорее всего, задушит. Знай, мы тебя любим. Так что лайк, подписка, ссылочка на оригинал на Осату в описании. Заходите, подписывайтесь. Поехали. Господи, дай мне не помереть на этом видеоролике, он сейчас опять будет угорать. Ай, ну, как говорится, давайте. Все новое, еще не забытое старое. Лада Ларгус. То хрен с ним, спасибо за это. Спасибо. Просто низкий вам поклон. Спасибо за то, что вы это придумали. Как надо, что надо сделать, чтобы они поверили в том, что я рад тому, что они сделали.
это у нас типа грузовое, да, что-то такое? Как всегда, не скипаем. Всем братский, бородатый салам. Вы на канале Asata Channel. И с вами, как вы думаете, кто? Ну, кстати, надо будет обязательно тоже ссылочку в описании на парнишку оставить. А давайте-ка мы тоже, наверное, ребят возьмем да поддержим. Да. Я прям вот это коперну и тоже от нашего канала пусть как-то, но поддержим парничка. Поехали. В принципе, да, я, Марат Бородаколиев, и у вас опять новый обзор. Во-первых, хочется спросить, ну что, понравился вам детальный обзор Лады Нива Travel? У меня сейчас настолько много эмоций, да, что вот переполнять я даже не знаю, с чего начать. Спасибо за прям спонсор. рвет мою душу вот это все. Я опять сильно негодую, буря эмоций, думаю, с чего же начать, братцы? Они же видят. Вы же все прекрасно видите мои обзоры, вы все прекрасно смотрите их на АвтоВАЗе, я имею в виду. Склонен к тому, что когда человеку делаешь замечание неоднократное, вот это плохо, вот это хорошо, здесь вот так лучше. Человек, когда делаешь замечание, он должен это анализировать. Я понимаю, что вы меня, ну, не ставите точно так же, как и в принципе я вас не ставлю. Посмотреть просто столько обзоров и получить столько замечаний и опять же ничего не предпринять, меня просто это удивляет. И опять выходят люди и говорят, что все, сбылось. Мы пробили очередное дно, выпустили, сука, новую машину. Опять вот это слово, которое меня мучает. Простой, обычной мирской жизни, когда слышу слово «новый», что-то щелкает, и у меня в глазах опять что-то новое от АвтоВАЗа. Также хочу напомнить, что завтра, 31 числа... что ты предоставила нам автомобиль. Запомните, новый Lada Largus в самой ее жирной комплектации Lada Largus Cross. Вот у меня один вопрос. Пик эволюции вот машина автомобилестроения у Лады. Это что, кросс? То есть нету ничего лучше, нет ничего мощнее, нет ничего интереснее, нет ничего богаче по комплектации, как кросс. То есть кросс. А спорт? Ну, я охуею, если будет Lada Largus спорт. Это что там будет? 2 шестнаря стоять, экспресс-доставка, да, в смысле комплектация такая, да, пони. То есть, ну, ты понимаешь, Кот, вот у них в седанах есть вот это край, это спорт. Веста спорт, Гранта спорт, ну, еще есть между драйв актив, там, води активно, да, там, разъебись и все. Это кросс, даже у них на дисках написано, что это кросс. Здесь все говорит. Кстати, хочу сказать объективно, очень неплохие каточки сюда воткнули, ну, по крайней мере, для АвтоВАЗа. Очень-очень-очень недурно, друзья мои. Неплохо. Говорит вам о том, что это не абы, блядь, какой-то Largus, это кросс. Итак, что нового на самом деле появилось в автомобиле? Скажу честно, если я сейчас не скажу это, многие люди скажут, ну, ты что-то просто вот хайпуешь. Если взять первое поколение Largus Cross, все мы прекрасно знаем вообще, что такое Largus, откуда он появился, что это такое, это Renault Logan Dacia, там MCV Dacia. Это старая Logan, да, тачка, которую в Европе уже давным-давно забыли. Я как-то говорил это на обзоре на первое поколение. Бля, как это глупо звучит. Первое поколение Largus. Кто не видел, пожалуйста, оставим ссылочки, переходите, смотрите. Я об этом говорил. Вообще, что из себя представляет Largus, откуда он появился. И вот, перейдите, посмотрите. Вот, тут они снизошли и подумали, что надо обновлять модель. И сделали опять, сука, новый. Я бы, знаете, как его назвал? Сборная, бля, мира по автомобилестроению. Потому что вот эту машину собрали вот на самом деле из того, что было. Опять же, что нового, бляди, в этой машине? Объясните мне, пожалуйста. Покажи нам, котяра, первый Largus. Там машина реально хуже, чем иди нахуй. Что-то... Подожди, а это каких годов-то Largus? Мне даже интересно стало. Кто вообще ее рисовал, я бы ему, ну, я честно, руки в жопу бы засунул, в егошнюю уже, желательно. Если, опять же, в сравнении, да, брат, сравнивать тачку, то, да, она стала красивей. Базару нет. Спасибо вам большое за то, что вы сделали старую машину немножко красивее, бля. Даже ты же на ней отъезжал, помнишь, и к тебе подъехали или подошли там, да, там, таксисты, да, мол, типа, это новый Largus там и так далее. То есть она, ну, на самом деле, бля, что это такое? Бля, я его передернуло. У меня аллергия на Ладу. Скоро вот, ну, у меня в натуре я супрастим буду пить. В сравнении с первыми это красивый автомобиль.
Я бы вот так назвал. Красивый. Но что нового во внешности этого лет-то уже автомобиля? сколько прошло? Что вы нам дали нового в этой тачке? Опять позовем Якубовича, чтобы он крутанул кардан? Что мы получаем в новом Ларгусе? Опять же, старые фары от чего? Догадайтесь 3 раз. Правильно. Рено. Степвей. Вот это. Сандеро. Это фары от Рено Сандеро, блядь. И в новой Ладе старые фары от французской тачки. И мы старые фары выдаем за новые. Вы, блядь, когда-нибудь начнете что-нибудь сами придумывать? Чтобы вы сели, подумали, нарисовали. Я вам даже привезу маркер. Альбом, что ли, закончился у вас? Бампер. Ничего не напоминает бампер. Все модели АвтоВАЗа. Там вот, ну реально, по-моему, работают вот бывшие учителя по математике и алгебре. Вот им делать нехуй, а вот следующее поколение Лады выйдет Y. Вот серьезно, у нее ебало будет вот такое, блядь. Пойдем дальше, пойдем. Зеркала чьи? Зеркала вестовские. У них понимание новое, это знаешь, что такое? Нахуй надо выпускать новый автомобиль, если есть старые автомобили, из которых можно так все собрать, вот так собрать, и навешать на новый кузов. Каждый автомобиль, который они выпускают, это старый автомобиль. Неужели за столько лет нельзя сделать новую тачку? Пусть на той же... Вы знаете, что-то это настолько все печально. Я вот смотрю, я, если честно, на дорогах еще пока не встречал. Но я скажу одно. До момента, пока people будет это покупать, они будут это делать. Это просто... Ну, это просто вообще забейте. Я честно, я не знаю, что сказать. Платформе, ну собрать ей новую. Посмотрим, Россия 23, время, если новую останется. Внешность. Нихуя, зачем? Есть же, бля, Рено. И вот что не надо французам, то надо нам. Потому что мы схаваем. Вы вот просто представьте, да, вот у нас получается один завод, да, огромный. Огромнейший завод. Вы вообще представляете, какие бы тачки, ну вот чисто вот по-человечески просто, могли бы делать наше производство? Если бы хотели, если бы реально бы вот все бы это заработало, вы представляете бы, на каких бы мы тачках гоняли? Это же просто жесть. Если мы их перестанем покупать, я здесь тоже не прав. Просто государство начнет бабло вкладывать в это говно. Потому что, ну это просто, блядь, это какой-то, ну, нескончаемый трэш. Просто нескончаемый. С умным ебалом натертым. Они, блядь, нарисовываются так, что хуй сотрешь. Вот он нарисовался, блядь, все, это он сказал, новая. Все, она новая. И запиздил маркетинг. Сейчас мы по рекламу поговорим тоже. Все пестрит. Инстаграм рвется, Ютуб рвется. Новый. И, блядь, хоть бы один блогер вышел и сказал, да что в нем нового? Вот смотри, вот я его рот, я его посмотри. Что это за крюк? Я уже не говорю ни за какие амортизаторы. Блять. Просто вот поднесите камеру кто-нибудь сюда, ребят. Ну сделайте что-нибудь здесь мягкое, я не знаю, там, ну что-нибудь сделайте, блядь, чтобы она здесь, ну не ерзала. Ну жели вот... Ты представляешь, вот эта вся херня, я не знаю, сколько она стоит на производстве. Ну, блядь, ну каждый раз я с этого поражаюсь. Каждый божий раз. Ты представляешь, года идут, уже десятилетия идут, а у них все капот на этой рогатке. Это вот эта херня, вот вроде мелочь, но она всегда натриггерит. Ты посмотри вот на вот это вот, сразу мне в глаза бросилось. Вот это что такое, блядь? Вот это вот что такое? Вот я просто вот на вот это вот смотрю, и это просто, это... Блядь. Об этом тоже вам надо говорить. Хорошо, оттолкнемся. Что мы здесь видим? Все помнят старые Ларгусы, когда они только появились. У них стояли легендарнейшие движки Рено, которые на самом деле неубиваемые. Неубиваемые, я это скажу вот на примере своего дяди, который взял Рено Логан первого поколения. На нем встречи со... Базару ноль. Рено первого поколения. У меня чувак в такси проработал. Я не помню, сколько он на одном движке проездил. И вот эти самые первые, помните, Рено были? Блин, надежная настолько была машина, насколько возможно. Я не знаю, сейчас новые Рено, какой вообще ездят они или нет, но мне кажется, движок особо ничего он там не ездит изменилось. на нем и вообще горя не знает. Что они сделали?
Они уебали на самом деле надежные двигатели. Сколько эти двигатели их не вывезли в московских пробках, такси, доставках. Наши имбецилы что сделали? Сняли оттуда эти моторы и поставили свой святой шестнари. Сейчас они придумали новый мотор, ты знаешь? Раньше был восьмиклоп 87 лошадиных сил. Сейчас у них восьмиклоп 90 лошадей. Он новый тоже. Он тоже новый, но то, что у него история, ебут твою мать какая, да, они это не говорят. Они 3 силы ему добавили, и он стал новым. Все, новый, блядь. Вот эта конская резинка, одна и то последняя. Серьезно. Чистый вот, ну, контекст. Это да и новая прикол в том, машина. что оно не помогает. Здесь даже резинка отказывается выполнять свое предназначение. Она не помогает. Бля, вы только задумайтесь, вот просто если начать сейчас головой думать. Вы представляете вот эту всю блевотину? Кто-то ведь ее проектирует, кто-то это все одобряет, кто-то это все принимает. Это же целый огромный цикл, это не просто так. Это не просто пришел Вася и говорит, будет вот так, и завтра все так родилось. Это же, ты представляешь, это огромнейший цикл, который мы вот можем видеть. Это просто, блять, я не знаю, когда это закончится. Это, ну я просто вот на все вот это смотрю, это жесть какая-то. Я отвечаю, были бы делали нормальные русские тачки, 100% бы ездил на них, 100%. Хотя бы, я не знаю, хотя бы какой-то аналог Kia или еще что-то. Просто, ну, блядь, ну это просто, извините, но это пиздец какой-то. Вот я на это смотрю, но у меня слов нет. Просто посмотри на этот двигатель. У него нету даже элементарно защиты. Пыльников никаких нету. Пыльников. О чем еще говорить? Я когда Гранту FL покупал, с тобой же мы покупали. Они же... Нам же ее подарили. Помнишь? Она так продается. В смысле, она в продаже. То есть она у дилера продается. Но нам ее с барского плеча подарили. Ну вот она стоит 1500 рублей. 1500. Может, это дилерская тема. Может быть, дилерская тема. Да, кстати, 1500. Вы что, реально не прикалывались? Вы мне под предыдущим роликом писали, вот эта крышка защитная стоит 1500 или 1200. Я еще тогда подумал, вы, наверное, прикалываетесь. Блять, они реально сюда крышку. О боже, это реально идет как доп. Опция, которую надо купить, как коврики. Мы тоже поговорим чуть-чуть попозже. Неужели нету контроля над дилерами? Это целый завод, это машина. Там работает хуево-кукуево людей. Люди работают по маркетингу, по продажам. Спасибо, там... Да, была такая тема. Мы вырезали, правда, так получилось. На втором канале. Мы перенесем все это на второй канал, да? Да, дополнение к Ниве, то, что не вошло в обзор, детальный обзор, бля, Нивы Тревел и Шевика Бертон, блядь. Ибо я... Как? Ты ж француз, это не французское слово, Бертон. Это Бертон. Все, что не вошло в серию, будет на втором канале. Переходите, смотрите, что-нибудь смонтируем, вы увидите там, что происходит сейчас между мной и АвтоВАЗом. Какие у нас баталии. Масло в двигателе не только для того, чтобы уменьшить трение деталей, но оно еще хорошо участвует в очистке двигателя. Оно удерживает частички сажи и механические... Ага! 300. Вот, снизу. И какой он уебывает наверх. Я как-то обращал внимание на старом Аргусе, вот на эту вот беду, на вот эту конченую шнягу. Ой, сука. Боже мой. А что, нельзя в ручке сделать, блядь? Ой. Что надо на мощностях завода, чтобы вот ее переместить сюда? Что надо? Просто вытащить, заварить и здесь просверлить, да? Но это самый легкий способ. Нет, это не самый легкий, это самый тупой способ. Самый тупой и самый легкий, брат. Ну неужели нет человека, который посмотрит на это не со стороны, блядь, дизайнера, а со стороны человека просто, который пользует эту тачку? Ты представляешь, ты реально подходишь к ручке, ты хочешь открыть машину, и ты как ключ-то, я не пойму, сувать будешь? Через верх, что ли? Что это за садомия?
Туда ее перемести, я уже не говорю в ручку вставь ее. Я уже не говорю о бесключевом доступе, ты что, они никогда об этом не слышали. Для них, бля, камера сзади с омывайкой — это пик, выше некуда. Мне недавно прислали, как в автосалоне Вести Кросс сделали эту, открывание багажника. Знаешь, что они подняли? Как будто это они придумали. То, что я вам сейчас скажу, вот поймите, пожалуйста, мы настолько... Вот в нашей стране, что-то у него, походу, дело накипело вообще конкретно. Привыкли к хуевым машинам, что сейчас элементарные вещи, они выдаются за что-то инновационное. Подогрев лобового стекла, датчик света, датчик дождя, элементарно вот это открывание багажника. Вы просто поймите, что давно все Я им, кстати, не пользуюсь на пришли, тачке. уже это забыли. А мы только это поставили. И во всех рекламных роликах мы гордимся этим. Гордо приходим в салон и как бабуины, блядь, радуемся тому, что там, блядь, багажник, блядь, с ноги открывается. Слушайте, у меня к вам есть вопрос. У меня к вам есть вопрос очень простой. Вы мне подскажите одну вещь. Что, очень интересный, кстати, вопрос. Что сейчас самое новое, что придумали в мировом автопроме? Ну вот, допустим, там когда-то были, да, я не знаю, камеры ночного видения в автомобиле, еще что-то. Что сейчас такое придумано за последние, ну давайте возьмем 3 года, что прям вот вау, можно сказать? Какая функция может быть, давайте я вам вот так назову, не марка машины, а именно... Ну, какая-то функция, которая, так скажем, улучшает комфорт и удобство владения тем или иным транспортным средством. Первое, что у меня приходит в голову, это, наверное, типа беспилотно то, что машина ездит. То есть ты просто сидишь, чилишь, она сама едет. Наверное, это единственное, что мне приходит в голову. Это Тесла, естественно. То есть первое, что опять же за этим идет. Когда увидел эту машину. Хотя фары, вот опять же фары. Как они, лазерная оптика, да, по-моему, правильно называется. Надо было... Напишите в комментариях, вы очень много интересного пишете. Я, кстати, даже никогда не задумался. Но первое, мне пришло в голову автопилоты, вот эти вот лазерные какие-то там фары и так далее и тому подобное. Снять. Он знаешь, как хоть, да интересно. Ну нахуй. Оптика и автопилота. Они что, подогрев ебанули назад? Да ну нахуй. Ты прикинь, оу, кентов позвал, приколитесь, они сзади подогрев. Мы радуемся подогреву заднего ряда сидений. 1,5 метра провода добавили. Просто. И у человека это вызвало диван в такую машине. кучу эмоций. Я ему просто говорю, дебил. Сейчас мы остановим любую иномарку 90-х годов, и там будет та же самая хуйня. Чему ты, дурень, радуешься? Сколько лет мы будем выпускать эти ебаные барабанные тормоза? До тех пор, пока Ларгус не станет спортом. Только же в версии спорт мы умеем ставить задние дисковые тормоза. Только спортсмены должны ездить на дисковых тормозах. Но сейчас мы еще раз поаплодируем. Они поставили нам здесь подкрыльники, бля, вот эти, этот. Кстати, кто-то мне писал, один человек, в комментах, Лех, подскажи, как X7 оттормаживается с 2.0. Он вообще тормозит или нет? На платке 5 градусов, 5-6 градусов было тепла. Я не скажу, естественно, что он тормозит, как, обращаюсь к тебе, дружище, кто меня об этом спрашивал. Я не скажу, что он оттормаживается прям вот вау, потому что все-таки, ну, тачка огромная, но при этом я не скажу, что мне не хватает тормозов. То есть, может быть, в том стиле, как режиме, как я обычно езжу на конкретной машине, в принципе, мне всего хватает. Тем более, это еще на шипах, кстати, было. Поэтому, если что, ответил на твой вопрос. Мягкие подкрыльники, да. У нас неплохо. Это не скажу, что хорошо, прям что-то мега, праздничное. неплохо. Мы скоро побухивать начнем от того, когда они будут ставить сюда бесключевой доступ.
Все, вся Россия нахуярилась. Вас придумал. Они так и будут, говорят, мы придумали. Не, дисочки Понимаете? неплохие, Мы кстати. придумали. Что Не скажете, мы ребят? поставили, а мы придумали. Ну все, поставят бесключевой доступ, это где-то будет 2074 год. Не раньше, пацаны, так что если кто-то не Диски разживет, неплохие, может, не знаю, нахуяриться мне уже зашли, сейчас. кстати, Эти диски же на машины кроссе. пользуют везде по стране. Блядь, жопа одна То и есть та в же. холодных регионах, и в жарких регионах, да? У меня просто вопрос. Вот эту часть вот этого красивейшего стекла, не вариант было, блядь, тоже поставить обогрев? А, да Я не ладно, говорю они за не то, что сделали уже обогрев там? неудобно смотреть вот в это разделение стекла. Я уже ничего не говорю за дворник, потому что он вытирает только эту сторону. А если типа... Стоп, а почему они не сделали одну дверь, которая открывается, как в Ниве? В смысле, блядь? А подожди, а как ездить? То есть ты едешь, у тебя вот эта часть, она запотевшая и в снегу, и в говне в разном, а вот это у тебя чистая и стоит обогрев? Чего? Поворачиваешь в эту сторону, то здесь, если будет там во льду там, или еще что-то, благо здесь Что за есть херня? камера заднего вида. А в бедных комплектациях ее нету. Это мелочь, но это неудобная хуйня. Открываем дверь. Жесть. Вот опять же задаюсь вопросом. Вот это шняга. Не буду к этому возвращаться. Это что? Просто вот опять вопрос. Что вот это за бля хуйня? Чё тут? Хорошо она током не пиздит. Реально такое ощущение, как будто здесь подстанция где-то. Бля, ну это жесть. Ну как, это, вот опять это резинку просто возьми, забейте. да облагороди ее. Сука, вот эти вот все вот эти вот... Ой, блядь. Хорошо она током не пиздит. Реально такое ощущение, как будто здесь подстанция. Вот эти вот все трубки, эти гофры, блядь, вон они Ну в магазине как, вот продаются. опять резинку. Вот. Ну ты посмотри просто, вот, блядь, вот. Ну почему так-то все? Ну кто это принимает? Ну кто это, сука, одобряет вообще? И ведь люди на этом ездят. Ведь, я не знаю, сколько стоит? Чекните по-братски, можете чекнуть? Сколько стоит Ларгус новый? Вот сколько Лада Ларгус стоит? Можете посмотреть? Просто новый в средней комплектации. И в максималке мне скажите. Возьми, да облагородь ее. Жесть. Облагородь. Пусти ее вот здесь. Как они умудряются эти машины в Европе продавать, я не понимаю. Вот сейчас все пестрит тем, что новая Лада Нива Travel уехала в Европу. До ляма максимум. За нихуевые деньги, плюс ко всему. Ну неужели вот сюда нельзя по канту, бля? Вот видишь, она здесь на клею. Ну неужели нельзя по канту вот сюда, бля? Как-то это штук. пустить, облагородить, Это в средней. чтобы это видно не было. Я понимаю, если это было бы в 700 от минималке, 700 опять же. от Ну, здесь 700 до топовая миллиона. комплектация. Настолько ублюданская тачка. Сейчас не выпало стекло, да? Звуки. Хочу записать. Звук нового автомобиля. Это просто ручка. Пока поездил на этой машине, я очень на многие Блядь. вещи внимание обратил. Даже просто стоя в разговоре, ты смотришь на нее, оцениваешь ее вид и охуеваешь с того, как вообще собрана эта тачка. Вот если взять вот эту плоскость, вот ее, да, что верхнюю часть, что вот здесь, я не знаю, передаст ли камера, ну конкретно в углах вот здесь, где вот углы, да, там, где стекло заканчивается. Что он хочет сказать? Просто я не знаю, если получится какие там вмятины. Тачка идет вот так волной, Не она видно. играет, блядь. Не вижу. Я не знаю, передаст эта камера Может, или я не слепой? передаст, но я надеюсь, передаст. Эта же тачка позиционируется Я что-то как не увидел. семейный автомобиль. Я буквально недавно увидел, бля, рекламу. У меня вопрос. Хорошо. Давайте реалистами будем. Скажите мне, ну вот, допустим, вот вам приспичило, я не знаю, нужно вам купить вот эту машину. Дорогие ребята, мужики, сколько вы реально... Ну, да, я не говорю, что нет, я бы ее взял или не взял. Вот какая цена новой вот этой тачки, на ваш взгляд? Вот у меня первое, что в башку приходит, ну, 400-450 кусков в полной комплектации. Это вот прям, ну вот прям вот край, ну до пол-ляма. Вот край. Вот пол-ляма это край для этой тачки. Напишите в комментах, вот реально вот сколько бы вы за эту тачку отдали денег. Я вижу, ну это в самом-самом вот прям вот соку пол-ляма. 350-500, ну 350 маловато, ну 500, да, вот край, ну блять, ну не миллион. За лям вы купите, да вы дохера что купите даже сейчас при подъеме цен за лям. И вы как человек ездить, блядь, будете.
надо же быть таким больным на голову человеком, живя в огромной стране. Ну, полляма, да, это прям край. Многоконфессиональной стране, начнем с этого, да. Где очень Я много скажу так, вот я как к автопрому, да, отношусь, да, блядь, к русскому, да, автопрому. На самом деле, ребят, отношусь хорошо. Вот кто бы мне что ни говорил, хорошо отношусь. Но я отношусь к этим тачкам, знаешь, вот, ну, взять какой-нибудь ВАЗ, допустим, там, у меня 99-я была. Просто 99-я я взял, поездил на ней, пожиганили, покайфовали, я не знаю, там музыку туда, буфер поставили. Ну, ёпта, ну она стоила там, я не знаю, сколько. Ну, не могут эти тачки вообще априори стоить там, я не знаю, там 500-600 тысяч. 500 тысяч это уже перевалочный пункт. Блять, вот еще доложи туда, ну 200, ну 300 тысяч. Ну 200, ладно, тысяч ты доложишь. Ты реально купишь себе нормальную уже машину. Ну вот реально ты купишь нормальную машину. Что бы ты купил? Вообще без проблем. За сколько денег? Называйте в чате, я вам сейчас скажу, за сколько денег. Вообще люди изи. покупают Называйте, этот автомобиль, я вам сейчас когда скажу свое слышишь, мнение. семейный Но опять же, автомобиль. сколько людей, То столько есть мнений, изначально конечно. Ларгус, трехрядный, семиместный, это семейный автомобиль. Там мама, папа, 500 дети, тысяч. бабушка. 700. За 700 штук, что бы ты купил? Не раздумывай, Kia себе купил. Вообще не раздумывая. Пошел бы и купил. И ездил бы, поверьте бы, вообще в хер бы не дул. Вы меня скажете, вот там Kia, еще что-то. У меня была Kia Ceed. Вы все прекрасно помните, я начинал стримить, по-моему, 12-й, что ли, год у нее был. Ни копья не вложил в машину. Ни копья. Обычный Kia Ceed, еще до рестайлинг. Проездил на ней, по-моему, год. Когда у меня дерево на нее упало. Ну, там по капоту, правда, хлопнуло, но нормально. Кто помнит эти старые стримы, нормально все. Но сам факт. Ни копья не вложил, никаких проблем не было. Отличная машинка, отличная. И стоила она, я вам сейчас скажу сколько. Что-то 400, что ли, тысяч, это до подъема цен. По-моему, что-то рублей 400 она стоила. То есть сейчас, ну, за 700 штук можно реально взять себе Ceed уже в новом кузове. И поверьте, ну там достойный салон. То есть вы будете ездить, вы будете реально кайфовать от этой тачки. Причем есть Ceed купе, есть, я не знаю, там куча разных вариантов. Посмотрите в инете, очень много. За лям. GT-шку ту же самую бы взял. Я не знаю, почему я в башку у меня именно вот Kia идут. Чтобы еще я за лям взял. Бумера бы, немцев бы точно не стал за лям брать. Это 100% бесконечный вкид бабла. То есть у меня в голове проворачивается так, что я бы не взял машину, потому что у меня были X5, X6, E46 трешка у меня была. И я знаю, сколько туда нужно отпускать денег. Знаешь, что бы еще, наверное, взял? Вот эту, в принципе, тачку можно выдернуть А7, но тоже у нее уже года будут, и тоже все равно туда нужно будет вкладывать, но, наверное, где-то не так много. Там, кстати, моторы у них есть неплохие. Так что держу в курсе. Минус 3000 лайков, только что YouTube скрутил. Чё, блядь? Ну это нормально. Ну-ка, работяги, проверьте-ка, у кого лайки YouTube скрутил. Ну-ка, поддайте-ка добра. Я же говорю, ну, сейчас YouTube, ребята, он политот всю продвигает. Так что как так? Ладно, все. Напишите мне в комментариях, я вам, ребят, обязательно отвечу на вопросы. Без проблем. Все, поехали. Там. Теперь семейный автомобиль приобрел задний ряд для поцелуев. Вы что, ебать, в кино, что ли, пошли, а? Для поцелуев, блядь. И тут реклама. Едет Ларгус, он покоряет дорогу. Зачем ты замилировался? Всё, Голову? вот Ты имеешь в виду вот эти? Битком. У меня, ребят, вся башка седая уже стала. В России Я положено. сижу на Батя, камеру, у меня... уебан такой. Батя. Или на съемках у меня рядом сидит вся голова маманя, седая, ребят. Поэтому тоже я решил маленько... невеликого ума такая. Так все равно лучше, чем решила сниматься седым в этой ходить в рекламе. 33 года. Сзади сидят два малых, которые, в принципе, по хуйне они нихуя не понимают. Их просто туда посадили, куда-то везут. Сзади сидят два подростка. И я не понимаю в этот момент, это брат и сестра? Или, блядь, или кто? Или любовники? Инцест сделать семейное. Он к ней потянется, она тоже тут раз и батя посмотрит. Это что за батя, блядь?
Они дождались, пока заезжаем в тоннель, заехали. И вот, я не знаю, насколько длинный. Как в Евротуре, слышь? Мискузи, длинный туннель. Бонжорно. Был туннель, ну, Блядь. походу, они еще там успели зачать. Тут они выезжают, все, видно в экране, что они соснулись, цернулись там, а все дела, и отворачиваются друг от друга. Опять этот еблан батя смотрит, понял, что они все-таки исполнили свое желание и улыбается. Вы что рекламируете, имбецилы? И проезжает в этот момент Ларгус, и видно, как олень охуел с момента. Он не охуел. Он когда Ларгус увидел с этими дебилоидами в салоне, он открыл глаза, что наши поехали. Обращаюсь к тому парню, который там сын или дочь. Если вариант, я напрямую вас спрошу, вот у тех, кто придумывает такую рекламу. Если там вариант в тоннеле чпокнуться, а с собой нету презерватива, вот эти резинки использовать вариант? Вы показываете семейный автомобиль, и в то же время вы сами, сами себя топите в таком болоте. Я просто прочитал комментарий, я минут 30 успокоиться от смеха не мог. Ну там такое пишут, что... Вы что, инцест рекламируете или что? То есть меня, бля, готовы распять за то, что я матерюсь, да? А на центральном телевидении, сука, можно показать. И все, кто смотрел, никто не понял, к чему вообще реклама. Поняли только одно. Братан, будет ли как рычит. Будет ли рум-тур? Ребят, рум-тур есть уже на канале. Посмотрите, пожалуйста, квартиры, хардплей или там еще что-то. Рум-тур есть на канале, гляньте. Я там все подробно рассказал, где живу, как живу. Все, ничего не скрывал, все рассказал. Знаете что? Что олень охуел? Я тем более переехал. Если бы он мог сделать вот так, я его бы сделал. Ну просто копыта бы у него один глаз только закрыли. Все тотально писали. Они пропагандируют инцест. Места для поцелуев они придумали. Дебилы. Открываем двери. Первое, что хочется спросить. Коль вы, ребята, заявляете, что это абсолютно новый автомобиль, какого хуя, блядь, здесь остаются старые, блядь, обшивки? Все сказали, даже Барак Обама, по-моему, комментарии писал, что просто надо сделать для того, чтобы вы сюда поставили нормальную человеческую ручку. Кого надо устроить на работу, чтобы он вам это подсказал? Это же ублюдство. Это ублюдство, и хуже некуда. Мне похуй вот на то, что вы идиоты здесь покрыли рояльным лаком и вот сюда нанесли кусок, бля, клитора триперной козы. Она мягкая, да, но это, братуха, только, бля, в кроссе. Ты что думал, они тебе везде это будут ставить, что ли? А, сейчас, бля, ебать. Как был нищим, так и помрешь, нахуй, нищим. Вот так. Пока я тебе плачу нормально, все. Я уже на это не обращаю внимания, но это настолько дешево, что хрен с ним, спасибо за это. Спасибо. Просто низкий вам, блядь, поклон, блядь. Спасибо за то, что вы это придумали. Как надо ебануть, блядь. Что надо сделать, блядь, чтобы они поверили в том, что я рад тому, что они, уебки, блядь, сделали эту хуйню. Наконец-то они додумались перенести. Какую бы тачку взял в 18 лет? Самый распространенный вопрос. Первое, это ту, на которой бы я не распиздячился, скорее всего. Второе, это это если без шуток, то, конечно, бы я взял ту машину, которую смогу содержать. У меня, я говорю, я когда Бэху взял Е46, блять. Ребят, я не ел, не пил вообще. Я воду из-под крана с утра встал, попил. Говорю, может быть, соли поддать? Потом на ключ BMW посмотрел, говорю, блядь, нет, сегодня без соли, ладно. Кипятка? О, кипяток? Заебись. Зато худым был. Да, одна польза. Если кто помнит, в старом Ларгусе кнопки стеклоподъемников стояли вот здесь, на шахте вот этой, сзади. Сюда они сейчас поставили обогрев, которому так радовался мой зять, да? И поставили, ну вот, USB заряд. Они перенесли сюда уже. Бэха Е46 была. Спасибо вам, бля, и за это. Додумались. Спасибо. Молодцы. Удобно. Шутки шутками, но за это браво. Реально кто-то подошел к ним и сказал, ну, хватит уже издеваться над народом-то. Все. Вот мы переходим назад. Блять.
Я хочу побыть на месте того типа, который сосал со Стёлкой. Он же с этой стороны был, да? Блядь. С Марселем? Ну, французский поцелуй. Нет, кричит, ебать. Нет, кричит, он поверил в то, что я сейчас сосаться с ним буду. Ну, по сути, ничего-то не изменилось в сравнении со старым Ларгусом. Здесь подголовник, да? Он должен служить как подголовник. У осетин так говорят, яном яхиул, да, название на нем. То есть подголовник. Вот голова, не нижняя, блядь, верхняя голова, в которую человек не только есть должен, а еще и думать ей должен. Вот сейчас, если его я подниму, то навряд ли я его... Бля, Марсель, можешь меня поднять мне его, а? Сзади, подголовник. Я просто, ну... Блядь, сидит как наказанный, слышь? Сел, блядь, там даже повернуться нельзя. Иди сюда, моя сучка. Ага. Это самое верхнее положение, да? Блять, в потолок упирается. Вот, бля, он там поднял, а мне нет. Я говорю, мне подними, он там поднял. Ну, бля, нет, более или менее нормально. В опущенном состоянии он не упирается в шею. Закрой дверь, ебать, мне еще продует нахуй, бля. Это пиздец. Здесь еще, ну, более или менее, да? То есть, если опрокинуться, да, ты упрешься головой в подголовник. Если ты сядешь, то ты упрешься головой в крышу, бля. В прошлый раз, когда я снимал обзор на старый Ларгус, я больше всего во всей машине, во всей абсолютно охуел вот с этого. Я тебе сейчас объясню, для чего она... Дай мне секунду времени, братан. То есть, опять же, где мысли людей, которые работают над эргономикой этого? Лицо вот так, где блядь, голова? перемотал, еще раз повторяю, не нижняя, верхняя. Думаете вы, скорее всего, нижняя. Как это все, братец, вот, ну, ты должен... Застегиваешь туда. Понял? Ну, что ты, блядь, смотришь? Здесь, с этой стороны, чтобы застегнуться, есть вот. Вот он. Понимаешь? Для этого есть вот этот. Слушай, да подождите вы, блядь, центральный. Я понимаю, блядь, ну что центральный. Для этой шлюхи, которая здесь, чтобы она никуда не делась, которая сосется, тоже есть. Она вот здесь крепится, все. Вот это для центрального. Вы угадали, да. Вот. Хуй с ним. Мы застегнули центрального, да? Бля, пиздец они здесь головоломку устроили. Все, ты пристегнулся, да? Все, ты пристегнут, и все, да, мы ну вот нахер. едем. Ты вот спереди здесь тоже кто-то, все, салон забит. Я один еду такой, ебанат, блядь, сзади еще с человеком, и вот с этой хуйней еду посередине, я его рот ебал. Вот, да, вот что вот, для чего? Я на прошлом обзоре, блядь, сказал, что скорее всего для того, чтобы можно было сделать, блядь, да подожди, что ты ссышь, я сосаться с тобой не лезу. Крайне неудобная хрень. Вот для чего? Я вот должен здесь в натуре ехать, и вот как в прошлом обзоре сказал, ебать, что за ремень, ебать, адидасовский, ебать, пиздец, 3 полосы, там, 2. Для чего? Для того, чтобы бля, здесь первый раз такое вижу. Сушить, может, это даже не маршрутка. Ну, бля, я просто не понимаю, здесь можно запутаться и задушить самого себя. Ну, я это, конечно, тоже преувеличиваю, но я просто не понимаю. Блядь, ты представляешь, если будет какая-то, не дай бог, авария или еще что-то, тебе вот этот вот ремень, он может обмотаться куда угодно и как угодно. Это же просто, это жесть. Ты представляешь, человек резко сюда полетит. Это вообще как? Это... Блять. Она тебя клинит. Вот ты едешь, она перед тобой вот болтается, бля, да, и она тебя клинит. Она это поднимает просто жесть. Ебаный нервоз, потому что все, что бы ты ни делал, она, бля, упирается тебе, бля. Ну, понимаешь? Как мне сосаться с ней? Вот так? Они же тебя будут заебывать постоянно, задрачивать. Шею обмотал. Вот это опять новый Ларгус. Это новый Ларгус со старыми проблемами. Потому что им выгодно делать так, как оно есть. Им просто выгодно делать старые машины по-новому. Что опять нам дали нового? Панель старую от Duster. Охренеть. То есть опять в новой машине нам дают запчасть от старого Рено. Деталь. Запчасть у нас. Нет, с ремнем реально удивили. Давайте будем говорить честно. Если опять же сравнивать ее с первым Ларгусом, то эргономика салона, она прикольно, на самом деле стала приятнее. В первом Ларгусе было такое ощущение, как будто автомобиль делали именно для врага. Сиденья здесь стоят от чего, как вы думаете? Просто здесь они поменяли надпись Largus Cross. А так это X-Ray-евские сиденья. Это сиденье от Lada X-Ray. Все. Поменяли ему расцветку. Все. Ну берете же вы панель от другой тачки.
да, она у вас не залазит, не помещается. Точнее, залазит, но не садится так бы, как она должна была. Ну, поработайте вы над ней. Поработайте. Посмотри, что они делают, блядь. Покажите. Ну, вот это, блядь, нормально разве, блядь, а? Вот эта проблема была и есть на, блядь, Вестах. Это даже не поролон, это карпет. Не карпет, этот, блядь, антискрипт. Как разговаривать с людьми, которые это все просто выгораживают? Объясните мне, пожалуйста. Вот ты, блядь. Умник. Вот ты, да, именно ты. Ты знаешь, что я обращаюсь к тебе. Ты человек, который, бля, прям вот, ну, вот, у тебя язык без костей, бля. Ты просто залез в анус, блядь, настолько сильно ладишь, что, ну, интересно, дальше кому он некуда. обращается. Ты скоро, блядь, с горловины, с гланд вытащишь язык свой, бля. Ну, давай, парируй, бля. Парируй, блядь, объясни мне вот нахождение вот этого поролона, бля, между лобовым стеклом, бля, ветровым и панелью. Кому он интересно это? Парируй, блядь, ну писали тысячи, миллионы сообщений, что это пиздец, что за ублюдская хуйня. Она на Весте была и есть до сих пор. Нет, они делают это то же самое. Они просто повторяют свою же ошибку но... Короче, здесь, ребят, все понятно. Если честно, даже досматривать не буду. По одной причине ничего не меняется. Асад, наверное, никогда ничего не изменится. Они будут искать врагов во всех абсолютно их окружающих людях. Я не знаю, в тебе, во мне, в Пете, в Васе, в Феде, в людях, которые будут критиковать эту машину. Но они никогда не признаются, что они делают полное говно. 100%. Поэтому, Асад, терпение тебе, здоровья, ребят. Ну и... всем остальным ровной дороги. Все, кто, конечно, автолюбители и пешеходы. Тоже аккуратнее будьте. Так. Что-то вообще... Чем дальше, тем все интереснее наш автопром. Это просто, это трэш какой-то. Реально трэш. Так, ребят, все, кто позднее пришел, хочу вам всем напомнить, братцы, то, что сегодня мы посмотрим обязательно Диму Масленникова. И не переживайте, вы никогда в чате не спамьте, ребятки. Я еще раз говорю, у нас Дима Масленников еще, вторая часть про замок. У нас с вами... Утопия шоу, темная сторона. Я от вас никуда не ухожу. От вас что требуется? Лайк поставил и на канал подписался. Вот и все. И все. Только когда подписываешься, колокольчик мой хороший, прожми уж, пожалуйста. Один разочек сделай. Потому что YouTube, он ни оповещения, ни хера ничего не присылает. Вот, и спасибо, кто мерч покупает тоже. Огромное спасибо. Все ссылки внизу в описании. Так, значит, как всегда... Нет, Масленникова на самый сок оставим, как всегда. Давайте посмотрим. Давайте какую-нибудь смешную нарезочку, да, будем чередовать просто. Ай, ну, как говорится. Давай, смешная нарезка. Эть. Так, что у нас? Котики, собачки, да? Котики, да? Ай, ну, поехали. Так, кстати, новый канал, вы его, ребят, порекомендовали, я подпишусь сразу. Дорогой Барабан ТВ, хорошее название, я поставил лайк. Мой дорогой, ссылочку оставлю внизу в описании на тебя. И видосик с котофеями, всякими собачками, кисками. Посмотрим, немножко улыбнемся. Потому что у меня дома живет кот. Зовут его Барсик. Но вообще, как бы, он Арчи. Я не знаю, почему его... Короче, я его начал Барсиком называть, у меня его все дома теперь Барсиком зовут. Мне кажется, у кота какой-то когнитивный резонанс, он думает, что за херня вообще. Ну, типа, я его могу просто называть кот, он тоже выходит. Я ему говорю, кот, он выходит. Я ему говорю, эй, он раз идет. Кстати, хотите прикол? Смотрите, кошки ваши побежали все. Кто на колонках смотрит. Так, вы напишите в комментах, кто у вас живет. Кошки, собачки, хомячки, рыбки. У меня рыбки, кстати, тоже есть. В румтуре посмотри, у меня все есть. Да, так что как так. Ссылку на румтур надо бы оставить внизу в описании. Но ты найдешь и так. Там красивый я такой. Так, все, поехали. Давайте, кошки, собачки. Дай, ну давай, как говорится, посмотрим. Эть. Блин, мне... Вот так у меня тоже делает. Вот почему-то, кстати, не все кошки так делают, но есть, которые прям, прежде чем стартануть, короче, газануть, они прям, ты знаешь, прям, они прямо готовятся, у них зрачки вот такие вот становятся, прям во весь этот глаз. Вот когда он вот так вот вертит жопой, то ничего хорошего ждать не надо. Это очень опасно, очень страшно, очень страшно. Ля, ой! Что он делает? Хороший какой. Котейка.
Так. У меня встал вопрос. Похер на кота. Покажи хозяйку этого добра. Не шутя. Там 3+. Эй! Гадость. Покажи хозяйку. Хэштег покажи хозяйку. Не показали. Кошки вообще уникальные создания. Они и под дверь пролезают. И у меня всю жизнь котейки живут. Всегда у меня эти кошка, сейчас кот тут живет. Смешной. Вот, пожалуйста. Мне кажется, они, короче, их кто-то послал, чтобы за нами следить. Потому что они очень, знаешь, такие. Они очень какие-то такие они странные. Мне кажется, они что-то про нас явно знают. Эй, положь! Положь, печка! Тьфу ты, блядь. О, это я сразу в деревне кота вспоминаю. Вот просто конченый. Вот есть коты, они вот, понимаешь, они конченые, просто конченые. Вот будет стоять миска с водой. Ни хера подобного. Чувак полезет 100% в какую-нибудь, я не знаю, в бочку, в ведро. Обязательно его вывернет, обязательно что-то произойдет. То есть вообще у его вот этих всех движений обязательно что-то, какая-то последствия какие-то будут. 100%. Нас раскрыли план Б, коты, в это время. Вот, ну зачем? Попей с раковины, дебил. О, Пималюкс полетел или что там? Кстати, для меня было открытием, когда в деревне у нас кошка соседская или кот капусту ели. Я не знаю, в чем прикол. Реально кот хавал капусту. Типа, это очень странно и прям с грядки. То есть, вот раз у нас рослы, бабуля сажала капусту, и он, короче, прям подходил, и почему-то именно вот всегда он на один вилок нацеливался, он прям хавал, за что очень систематически выгребал всякими тряпками, палками и всем остальным. Странно. Странно это. Блин, я думал гусь. Это ж не гусь, это утка, да, по-моему? Гуси опасные. Такую тему наблюдал у знакомого очень давно. Сколько, наверное, может, года 2-3 назад. Короче, когда, или нет, наверное, побольше, когда начинал стримить, видел у него кошка, не кот, кошка ходит по беговой дорожке, тоже такую тему наблюдал. Он просто включает, а она, я не знаю, в чем прикол, то ли звук как-то приманивает. Она посидит, раз, и на нее и идет, пока не выключит. То есть прям идет, втыкает. Он не быстро включал, правда. Вот тут так же примерно. Не знаю, в чем прикол. Чем нравится. Ой, бля. Интересно, а кошки... Мне что-то сейчас даже интересно стало. А кошки свое отражение видят в зеркале? Ну, они понимают, что это... То есть, в смысле, не то, что видят, а они понимают, что это они. Или просто они просто видят, что что-то шевелится, и все. Интересно. Очень интересно. Мне кажется, они не понимают, что это они. Они просто видят, что типа это... Ну, что типа что-то шевелится, и все. А может, и понимают. Они видят... А, но не определяют, что это они. Интересно, а как это понять можно? Как вот так ученые? Какая порода у меня? Шотландская веслоухая, что ли? Там какой-то смесь бульдога с носорогом. Я не знаю, посмотришь на румтуре. Там видно, какая котейка.
А, в инстакарточке в моей тоже котейка есть. Не помню, как порода называется. Вол, вот что тут на вот этого похоже? Что тут на это похоже? Только более такой здоровый. Потолще. Ага, найс. Без палева просто. Ох, ёптя. Да ладно. Я говорю, коты это жидкость, это 100%. Вообще кошки это что-то такое, что... А как он вылезет оттуда? Как так-то, блядь? Как они это делают? Не, все равно они крутые, они нам поднимают настроение. Меня, допустим, я ночью прихожу, всегда котейка встречает, когда есть хочет. У, сука. Хм. Хрена себе там. Кстати, есть у кого-нибудь мейн-кун? Что вообще скажете про них? Как вообще? Они, ну, добрые или кусаются? Хотя, наверное, тоже от характера зависит. Мы как-то хотели мейн-куна, но что-то мы не нашли хорошего. Я сейчас своей вторую хочу котейку притараканить. Дом большой, чтоб веселее было. Вот думаю мейн-куна взять. Пожалуйста. Не, у меня был, я говорю, котейка была, кончик хвоста сосала. Такое тоже было. Это когда рано от мамки от титьки отрывают. Это я, короче, когда стрим-марафон провел. И тоже так вот постоянно заваливается. Идет, бам, упал. Все, бежит. У меня, кстати, 0 внимания вообще к рыбкам. Вообще похер. Вообще похер. Я сажал прям, подносил прям к аквариуму. Ему просто впадлу. Ему даже на стол впадлу залезать. Ему вообще все впадлу. Ему, мне кажется, иногда ходить даже впадлу. Вот он просто лежит и смотрит. Он ляжет и лежит. Вообще просто, вообще плевать. То есть прям вот максимально вот. Он по этим лестницам бедный спускается. Мне кажется, что он, знаешь, на него посмотришь вот иногда, мне кажется, лет 10 коту. А ему всего, сколько там, 2 года еще, наверное, нет. И такой, знаешь, такой прям максимально ленивый вообще. Вот ляжет день, блядь, в проходе, вот знаешь, вот где все ходят. И вот ждет, когда на него наступит. Или кто-нибудь на хвост или на лапу наступит. Вот это вот жиза просто. Мне кажется, это не только моя кошка такая. Вот ляжет, завалится где-нибудь, вот знаешь, вот в самом-самом-самом проходимом месте. Вот просто ляжет и будет валяться. И главное, лежит и понимает, что сейчас прилетит. Нет, все равно буду ждать. 100%. Я не знаю, жиза не жиза, но у меня вот все кошки такие. Они, по ходу дела, все, да, такие. Жиза, ну я говорю, это, по ходу дела, это у всех котеек такая тема. Может, внимание так просто хотят. Ля быкует. Фига, видал, окружили, наверное, думаю.
Правильно? Безопасность превыше всего. Блин, пипец, неужели так... А почему именно они из аквариума пьют? Причем, посмотри, 2 сразу. Вот зачем? Вот зачем? Ну нахера? Вот скажи, зачем? Это Якста. Если я в следующей жизни стану кошкой, то вот так же будут лежать. А что у него с глазами, видал? Что это за прикол такой? Ля быкует. Блин, самое жесткое, это у них есть, короче, прием у всех кошек, все котоводы, все в курсе. Они, короче, знаешь, их такой гладишь, я ему всегда барсик, барсик, барсик. Не помню, на руке, наверное, уже не остались отпечатки. И вот здесь немножко, ну, на камеру, наверное, видно не будет. Я ему говорю, барсик, барсик. Короче, да, играешь такой, у-тю-тю, там, знаешь, типа смотришь там на него. У-тю-тю, он такой милый, такой хороший, только на секунду отвернешься, на одну секундочку, одну маленькую секундочку. А это, сука, он лежит, этого ждет, он этого ждет. Только чуть-чуть отворачиваешься, барсик, барсик. Он берет тебя передними лапками, обхватывает и задними педалить начинает. Ёб твою мать, потом на руку смотришь, у тебя такое ощущение, что ты в схватке, я не знаю, блядь, с тигром поучаствовал. Просто вот смотришь, у тебя не... И он еще вот сюда вот укусит, вот сюда вот он, они вот любят кусать. Он так хлоп и задними лапами, вот здесь вот исцарапает, и задними вот так все расцарапает. Потом смотришь на руку, я говорю, как в фильмах ужасов, блядь. Я говорю, и главное, он это делает, потом резко такой отпускает, в сторону прыгает и убегает, чтоб пиздов не дали. Ты такой стоишь, а все, его больше не найти, он где-нибудь обязательно куда-нибудь заныкается. Меня когда мой последний вот так вот запедалил, сука, забрался, короче, под унитаз. В унитазе, под унитазом такая дырочка есть, забрался, блядь, ты знаешь, шерсть дыбом шипит, я говорю, барсик, барсик, я говорю, иди сюда, я тебе пиздов дам, он нихуя, шипит, лапой брыкается, первый раз такое было, больше вообще его таким не видел, я не знаю, что-то у него, видать, может это весна, кукушка поехала, я говорю, барсик, барсик, я говорю, иди, я тебе раз чапалах дам, и все, и нормально все, и в расчете, он, блядь, ты знаешь, он как начал кидаться. Я ему ёршиком туалетным купил новый ёршик этот, куда рульку эту туалетную вешать. Я ему ёршиком тыкаю, он мне шипит, лапа ее, короче, бьет. Я говорю, сука. Я ёршик положил, потом он 3 дня у меня в туалете просидел, наверное, 2 точно дня он мне сидел в туалете. У него там это срок отбывал. Блять, задолбался руку этой йодом зеленкой мазать. Что ж такое? Я говорю, блядь, ты знаешь, глубоко еще так главное. Как Шет, это Шерхан. Во, видал? Видал? Во, вот такой же. Вот так же было. Один в один. Ля, дурак. Вот он, еще один. Конченый. Конченый. Почему? Да потому что ты конченый. Вот, пожалуйста. Вот зачем? Зачем ты туда полез, дебил? Нет. Вот. Странно, что еще елка устояла. Ого! Это что такое? Это Мейн-кун такой? Бедный кот! А меня не жалко? Я его погладить пошел. Я его барсик, сижу его за пузико чешу. Почесал. Руку чуть не откусил. По локоть. Слушай, нифига, это реально мейн-куны такие? Охренеть. Он меня не сожрет? Ля, завтыкал. Мне, кстати, подписчик кидал в предложку в группу нашу. Ссылка, кстати, на паблик наш внизу в описании, ребят. В предложку тоже покидайте. Кому не лень, как у вас с котейками кто-то смотрит меня. И кошки прям реально сидят, смотрят. Я всем котам передаю привет. Здорово. Здорово, кто меня видит там. Хай. Там собачки, кошки, хомячки. Все, кто смотрит. Здрасте.
Подписывайтесь тоже. Блин, стрёмный кот. Реально стрёмный. Пельмешка. Блин, вот та предыдущая котейка была прикольная. Такая, знаешь, как пельмешка. Спасибо огромное, ребят. Барабан ТВ, спасибо тебе, мой хороший. Тоже лайк, подписка, колокольчик. Там напиши, пожалуйста, ладно, в комментариях, не против ли ты, что мы смотрим твои ролики. А то там можешь ругаться будешь, может, нельзя. Так что как так? Так! Все, тихо. Сейчас самое интересное будет. У нас самые эти интересные видеоролики остались. Так, Утопия шоу. Сразу лайк. Значит так. Ужасы внутри нас называется видос, за который вы вот за этот видос и еще за какой-то утопии вы топили. Говорили: Леха, посмотри ужасы внутри нас. Утопия шоу, мой хороший, здравствуй еще раз. Я всегда тебя приветствую. Очень рад, что так вот дистанционно пока что познакомились. Как всегда, подписочка, колокольчик. Кто спонсировать, тоже спасибо за спонсорки на меня, на Утопию. Ссылка на видеоролик, ребят, на оригинал. Кто не хочет со мной смотреть, можете посмотреть так и подписаться также на Утопию шоу. Все, давайте, всем приятного просмотра. Давайте посмотрим. У Утопии очень интересные видосы. Ребят, название новых видеороликов там с других каналов, пожалуйста, пишите в комментарии к видеороликам. Пишите название канала и название ролика, только прям в этом же комментарии, чтобы я знал, какой ролик посмотреть. Протопите, на следующий стрим посмотрим. Мне не жалко. Ай, ну давай. Так. Ой, мне больно нравится, когда у Утопии... Ой, а что это 16+, там банов нет никаких? Бан-машина не сработает от Ютуба? Утопия молодец, он очень интересно всегда делает. Так. Страшилка. Ля какой. Что вы знаете о страхе? Страх Я думал, что отсутствует. знаю о нем все, ведь это просто чувство, которое с нами постоянно. Страх тем... Я тоже, знаешь, я же еще и игровой стример изначально-то был. Это я потом хохотушки стал всякие смотреть. На канале Hard Games, кстати, ребят, второй наш канал игровой. Можете тоже подписаться. Вот. Я тоже помню, недавно в Beast Inside играли. Ой, забавно, весело так было, пока ночь не наступила. Я потом и дома тоже не спал особо. А страх отсутствует. Страх змей и пауков. Страх прыгнуть с парашютом. Страх потерять работу и многое. Страх... Многое другое. Но, как оказалось, все намного серьезнее. Сегодня мы затронем одну очень важную и актуальную лично для меня тему. Хоррор-индустрия и почему нам это необходимо. И поверьте, многое из того, что будет сказано сегодня, совсем не очевидно. Прошлый ролик с нагнетающей атмосферой Хэллоуина стал первым по набору просмотров, обогнав все другие на канале. Скорее всего, сыграло много факторов, но я бы ставил на то, что людям нравится нечто пугающее. У меня высота и змеи. У меня два страха основных. Количество хоррор-игр и фильмов с каждым годом заметно растет. Квест-комнаты становятся все более жуткими, а на американских горках выстраивается многочасовая очередь. Вообще задумывались, почему все это пользуется большой популярностью? Потому что людям это нравится? Да, в том числе. Но что если им нужен Вам страх нравятся страшилки и разные переживания? смотреть? Это сидит вот тут. Вы любите, Но мы ребят, не хоррор-фильмы? Или какой жанр любите? И это удивительно. Вокруг нас уже происходят события, нравятся которые страшилки. пугают не на шутку.
Болезни, смерти, войны, преступления, но многие из нас хотят, чтобы пугали по-другому. Я, как фанат всего страшного, попытаюсь сегодня разобраться в этом вопросе с научной точки зрения. Интересно, у Топа у самого какой страх самый главный? Вы удивитесь, если я скажу, что фанаты Топа! Это, если увидишь этот ролик, мой хороший, я лайкосик тебе поставлю в комментах. Напиши, а какой у тебя страх самый? Ну, типа, чего ты больше всего боишься сам? У меня, я говорю, вот я высоты, ну, боюсь, реально боюсь, когда очень-очень прям высоко. И вот змей боюсь. Не знаю, почему эти шнурки меня прям напрягают конкретно. Вот, а пауков не боюсь, кто спрашивал. Топ, напиши, мой хороший, если не сложно, коммент оставь, пожалуйста. Мне даже интересно, что у человека, который делает такие видосы, сам чего боится. хорроров лучше переносят это Напишите нелегкое время, когда заболевших все больше. Что если ходить на свидание порой лучше в страшные места, а стресс не так плох, как нам кажется? Смотри внимательно и все узнаешь. Страх играет большую роль в нашем выживании. Без него было бы совсем плохо. Но да, я тоже часто думал про себя. Мне надоело бояться. Вот бы страха вообще не было. А вот только представьте, если бы ваше желание исполнилось. Вы бы тянули руки ко всем ядовитым змеям, ходили бы по шатким балкам и, как итог, в один прекрасный момент умерли, возможно, получив даже премию Дарвина. За ощущение страха отвечает в основном миндалевидное тело. Но если миндалевидное тело разрушается от определенной болезни, то страх практически исчезает. Это не полное его отключение, но самый известный пациент с этой болезнью перестал бояться фильмов, пауков и всякого такого, но при этом радость и другие эмоции испытывал. Это я все к чему. Страх нам нужен. Для тех, кто не в курсе, я обожаю игры. В свободное время я отдыхаю в них, и мой любимый жанр, как вы уже поняли, хоррор. В детстве, когда мне подарили PlayStation, я играл совершенно во все, что предлагали, ведь выбора особо не было. Но однажды мне попался диск Silent Hill. Блин, это просто жесть. Это Скажу реально честно, была я криповая эту игру игра. в детстве так и не прошел. Каждый раз я очень сильно боялся, выключал, а потом ждал момента, когда же я смогу снова в нее поиграть. Атмосфера Для была людей просто вокруг обосраться. это было странно. Не игра, если не нравится. Но мне нравилось получать эту дозу страха. С этого все началось. Время шло, поколения консолей менялись. У меня появился компьютер, игры становились все более реальными. И я поглощал отовсюду всевозможные хорроры, и даже сейчас, мне через неделю 30, а я с радостью мчусь играть в новенькую страшную игру, когда она выходит. С фильмами совершенно та же история. Если поход в кино, то первым делом смотрим, что же там по ужастикам. Кто-то скажет, что у меня какие-то проблемы. Но многие просто еще не знают, что хорошего таит в себе этот жанр. О, сука! Сейчас многие из вас испытали страх. А страх — это стресс. Страх — это стресс! Вы меня с Димой Масленниковым в могилу сведете, гадости! Он там в последний видеоролик смотрели, меня чуть ночью потом до 6 утра смотрел. Сидел в потолок в темноте. Страшно, очень страшно. Обосраться можно. Прекращайте такие скримеры вставлять. Эй! Страшно! Прекратите! Вы меня месяц назад спросили, нравится... Это у вас люди уже взрослые смотрят, пожилые, 30+. У нас уже сердце, мы 90-е годы пережили, 2000-е. Вы нас страшилками пугаете. Прекращайте давайте. Не дурите. Если мне чувство страха, я, разумеется, ответил бы нет именно по причине того, что для нас слово «стресс» имеет негативный окрас. Все связано с тем, что хронический стресс имеет серьезные последствия для человека в дальнейшем. И ни для кого не секрет, что постоянный стресс — это плохо, и нужно его избегать. Сказал человек, у которого с этим нехилые такие проблемы. Получается, что страшных фильмов нужно избегать? Не совсем так. Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на стресс, о нем мы только что говорили. А эустресс, как бы это ни было удивительно, с позитивной. К нему относятся занятия спортом, покупка желанной вещицы, получение серьезного заказа, катание на американских горках, первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и да. Готовы?
Я сейчас без шуток говорю. Вы знаете, ребят, меня. Я сейчас челленджи быстро выполняю. Где? Где только что я видел этот момент? Бегать, сказал человек, у которого к забиву. Нехилые такие проблемы. Получается, что страшных фильмов нужно избегать? Не совсем так. Стресс делится на дистресс и эустресс. Дистресс связан с негативной реакцией на стресс, о нем мы только что говорили. А эустресс, как бы это ни было удивительно, с позитивной. К нему относятся занятия спортом, покупка желанной вещицы, получение серьезного заказа, катание на... Значит так. Они уже открыты? Они открыты уже? Открылись, ребят? Кто шарит? Кто-нибудь уже ходил? Мне кажется, они еще закрыты. Короче, я беру GoPro. Еду в Питер. Я узнавал, в Питере есть такие эти горки, что там просто там сердце у людей вылетает. Там просто, там вот так вот крутится все. Короче, 50 тысяч лосей. Врываюсь. Просто собираемся, едем в Питер на Сапсане. Или летим, не знаю. Едем, наверное, скорее всего. И снимаем для вас контент на пожилых американских горках. Все. Да будет так. 50к лосей. Как только наберем 50к, спамьте мне везде, в социальных сетях, в комментариях, все, чтоб каловыми массами поросло. Хард, где наш видос? Давайте теперь так будем. А то я забываю иногда. Фу-фу-фу, нельзя мне забывать. Все, давайте, чтоб без забывашек. Вы подставили, а я сделал. Все, 50 тысяч и врываемся. Ты лох, сам. Фу, блядь. Бан. В американских горках. Первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и да, просмотр страшных фильмов. Да, все это стресс. Но... И да, смотри. Просмотр. А этот сидит, думает. Давай, давай, старая, испугайся сильнее. Квартира ждет, блядь. Тихо. Страшных фильмов. Да, все это стресс, но воспринимается нами очень даже хорошо. Ну, кому как, если честно. Но вы даже не представляете, что для нас значит такой стресс. Я бы даже сказал, что без него жизнь бессмысленна. Но как именно это Наверное, работает? Он прав. Давайте по порядку. В дикой природе, когда животное сталкивается с опасностью, вегетативная нервная система, работающая без нашей воли, реагирует на все сигналы от нашего зрения, слуха и других органов чувств, активируя одну из... Кролики, он не зря, это кто там, лисенок был или кошка, собачка, не зря испугался. Кролики самые опасные вообще существа. Вы меня спросите, почему? Потому что кролики, они в первую очередь, что? Они быстрые. Раз, и все. И закончилось. И уже все, уже есть пробитие. Ключевых программ выживания. Бей или беги. Помимо учащения сердцебиения и расширения зрачков, она сужает сосуды в менее значимых органах, улучшая кровообращение мышц и сердца, готовя организм к действию. Вишенкой на торте выступает адреналин и его предшественник норадреналин, который еще больше усиливают эти эффекты. Все это не просто так. Организм вас подготавливает, чтобы вы смогли спастись в экстренной ситуации. И на эту ситуацию есть два ответа: бежать или вступать в драку. В обоих случаях этот активированный механизм должен вам помогать. Да, многие животные стоят на месте или маскируются, пытаясь остаться незамеченным. А некоторые сначала бегут, а потом дерутся. А некоторых людей вообще парализуют. Поэтому во многих работах это уже описывают как «бей, беги» или «замри». Ну, в общем, ладно, это работает. Но вот что самое интересное. Вы, разумеется, слышали выражение «кровь стынет в жилах». Я его не просто так сказал в прошлом выпуске. Оказывается, что людям в контролируемом эксперименте показали фильм «Астрал» и какую-то обычную документалку и взяли кровь. Но выяснилось, что кровь-то действительно стынет в жилах, как и говорили чуть ли не испокон веков. Они обнаружили повышение уровня фактора свертывания крови в 8. А это значит, что ваше тело продолжает готовиться к самому страшному. Да Вдруг вам сейчас отпилит ногу. В такой ситуации терять лишнюю кровь очень не хочется. Поэтому сделаем все возможное заранее, чтобы ускорить свертываемость крови при повреждении.
Когда вы пугаетесь скримера, вы испытываете примерно то же самое, что и наши предки, на которых, к примеру, напал самый настоящий медведь. Окей, это помогает животным защищаться. Это могло помочь людям испокон веков. Но зачем нам этот механизм именно сейчас? Зачем Зачастую сейчас, мы живем обычной жизнью, не убегаем от ягуаров, и медведь нам не хочет голову обглодать. Кто убегает Но при этом от «Бей ягуаров», или беги» представляете? запускается при просмотре хоррора. Это странно. Ведь если произойдет огромный выброс адреналина, то сердце может не выдержать, и вы упадете замертво. Особенно если уже есть с ним проблемы. И это ответ на вопрос: можете ли вы умереть от страха? Да. Только случается это невероятно редко, а смерти, связанные с испугом от хоррор-фильмов, вообще единицы, и то они под очень большим вопросом. Но я бы не стал совсем сводить на нет эту вероятность, тем более, когда есть исследования, что страшные фильмы действительно повышают вероятность сердечного приступа. Бу. Ага, сраку. Так что, если вы говорите фразу «ты меня до смерти напугал», то знайте, опасность миновала. Как вы заметили, пока что одни минусы. А плюсы будут? При просмотре страшных фильмов или прогулке по страшной игре мы активизируем эту программу, но что самое главное, в безопасной среде. В игре мы вообще сами решаем, когда и куда пойти. Мы полностью контролируем ситуацию. Нас никто вот она, не эта хочет конченая убить. игра. Мы у себя вот на дома. хардгеймсе Всё можете хорошо. посмотреть, как я ее И проходил. вдруг... Да, еще один скример. Можете мы посмотреть. опять подпрыгиваем от неожиданности и сразу начинаем улыбаться или хихикать. Вы можете постоянно видеть это у стримеров. Мы опять сразу же понимаем, что... кого показываем, а? У стримеров! У стримеров, да? Одну секундочку, я тебе сейчас покажу. Ладно, не покажу. Ладно, я обиделся, знает. Знаешь, почему всегда все ждут, когда я в страшилки буду играть? Потому что, так как мы в них играем, потом весь интернет, весь в клипах. Потому что страшно! Страшно, блядь, я спойлеры не смотрю, поэтому страшно. Не покажу. То мы в безопасности и все, я обиделся. Получаем удовольствие. При страхе вырабатывается гормон дофамин. Гормон счастья, как его называют. Я максимально против любых наркотиков, но на дофамине мы с вами знатно наркотики? сидим. И теперь неудивительно, что мы хотим пойти в кино на хоррор, заняться экстремальным видом спорта, пойти в квест, испугаться. Нам с вами просто нужна еще одна доза. Доза удовольствия. Это отчасти напоминает экспозиционную терапию, которую применяют для лечения тревожных расстройств, в том числе фобии и ОКР. По сути, тебе предоставляют источник твоей тревоги, но тебе объясняют, что ничего на самом деле не угрожает, и тебе должно стать легче со временем. Было бы круто, если бы и играми можно было лечить. Заходишь такой в кабинет врача, там PlayStation 5 стоит. И спасибо, мистер доктор, а теперь закройте двери и не беспокойте меня. Значит так, сразу хочу сказать, что давно уже говорю. Если я когда-нибудь стану этим министром... Как образование, чи не образование, кого? Короче, там какой-то шишкой, я, конечно, таким вряд ли стану, я сразу свой избирательный лозунг скажу. Всем школьникам игры в школы! Даешь, блять, Counter-Strike и прочую херню в класс по информатике. Ты меня спросишь, почему? Не прокатит такая тема. Я тебе скажу. Вот я «Утопию» теперь посмотрел, я что им скажу? У школьников у всех стресс. Сильнейший стресс, который надо снимать. Где? Правильно. Надо зайти и поиграть или в любимый дотанчик, в КС-очку, еще во что-то. Поэтому голосуй, не голосуй, все равно получишь шайбу. Но организм на этом не успокоился. Выделяется гормон окситоцин. И есть исследование, что этот гормон усиливает нашу социальную память. Это значит, что если вы пошли с компанией или вашей второй половинкой в кино на страшный фильм, сильно испугались, но вам это понравилось, и весь вечер, скорее всего, тоже, вы сильнее запоминаете такие прекрасные моменты, когда страх прошел, угроза была не настоящая, да еще к тому же вы были с кем-то близким. Быть может, именно он вас и защитил, подумал бы мозг. Но есть и обратная сторона. Также есть исследования, которые говорят, что если что-то пошло не так, и вы по дороге домой поругались, то воспоминания о хоррор-фильмах могут быть не лучшие.
Тема с окситоцином достаточно сложная, и лучше я уточню, что нужно больше исследований, чтобы что-то сказать наверняка. Главное, человека насильно не заставлять смотреть хоррор или играть в страшные игры. Люди, которые этого хотели, по итогу получат отличные эмоции. Надо хоть хоррор, кстати, на Твиче посмотреть. Вот тут могут возникнуть трудности. Ну давай. Но про свидание в начале я сказал не просто так. Есть научное мнение, что существует ошибочная атрибуция возбуждения. Это когда вы путаете изменения в вашем теле от страха с влечением к человеку. Ну, например, вас чуть не сбила машина, и вам супер понравилась девушка, которая вам только что помогла. Вы представляете? Даже исследования проводились. Но так как я не хочу быть желтой прессой, то упомяну, что эта теория подверглась критике из-за того, что не смогли повторить результаты исследований. Но есть одно интересное. Мужчинам и женщинам показывали фотки людей противоположного пола. То есть, если я на Игромире или на каком-нибудь собрании, где есть куча стримерш, кого-нибудь сильно напугаю, то... Топ, куда тебе второй лайк поставить? Пола до и после катания на американских горках. И более привлекали люди уже после катания. Значит ли, что это работает? Может да, а может и не совсем так. В будущем станет понятнее, когда будет больше исследований. Но если да, то вперед. Позови свою вторую половинку на страшный фильм или квест. Возможно, переживания страха и, что самое главное, его преодоление будут ассоциироваться именно с тобой. Сваха Евгений к вашим услугам. А еще страх вам нужен просто потому, что вы взбодритесь и забудете о своих проблемах, вероятно. Исследователи объединились со страшным американским квестом и проводили эксперимент над людьми, которые уже купили туда билеты. В итоге оказалось, что страх позволил им расслабиться и забыть о своих проблемах. Также квест помог справиться со скукой, стрессом и усталостью. А еще вы понимаете, что пережили этот опыт и прошли челлендж. Теперь вы готовы. Я хочу, кстати, сказать одну вещь. Да ладно, жена, есть дети! Я шучу! Я вообще-то для вас стараюсь. Think about it. В класс заходишь в следующий раз, в школу или в институт, сзади к Машке подбегаешь. Вот так кто-то ей сделал. Она говорит, ну ты конченый, Петечка. Но вечером я тебе дам. Да, это так и работает, кстати. Вот, поэтому как-то так. Это... Я хочу сказать, кстати, то, что меня реально отвлекает не хоррор, не что-то. Меня очень часто от моих дел и проблем отвлекают мои же стримы. Так что как так. Готовы к новым свершениям. Все это тихо. Уже стоит того, чтобы испытывать контролируемый страх. Разве нет? Поэтому да, не удивляйтесь, что я постоянно говорю о хоррорах. Делаю косплей на любимых персонажей из хорроров. Постоянно нагнетаю атмосферу и пугаю скримерами. Ага, не испугаешь, не испугаешь, не испугаешь. Это все потому, что не испугал. Как и мне, это нужно. Ненавижу, вы этого можете не осознавать, но многим из вас нужны хорроры. И не потому, что они нравятся вам, а потому, что ваш организм этого хочет. Ой, а вот еще интересности. Новое исследование говорит нам, что вы можете сжечь столько же калорий при просмотре фильма ужасов, как и при... Подожди-ка, я еще не разучился. Сейчас посмотрю. Так. Челлендж! Даже интересно стало. Я в детстве так умел, кстати. Ну-ка, дай-ка, подожди-ка. Видите? Я в детстве так умел, помню. У меня вот здесь как раз оказались под рукой эти. Я себе на вечер взял эти. 1000 лет хотел всякие несквики попробовать. Смотри. 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 Смотри, сейчас. Смотри. Показываю один раз. Тихо. Блять, мимо. Это не считается. Да не считается! АСМР. При пробежке. Вау! Кажется, я разработал себе новую диету. Но на самом деле не спешите. Исследование не новое, просто сайты так пишут чуть ли не каждый год. Все ссылки ведут на сайт Телеграф. И вышло оно в 2012 году. Прямо на сайте Телеграф.
по заказу прокатной компании. С выборкой в 10 человек. И, походу, никогда не рецензировалась и не размещалась на профильных сайтах с исследованиями. Такой себе, знаете, круг доверия. Если учесть, что ты просто сидя на заднице можешь терять калории. Не, ну это может быть правдой, конечно, но нужны нормальные исследования. Ну и уплетать попкорн при этом вы не должны. Хоррор-диета. Ссылка на курс в описании. Но вот что на самом деле. Хорроры могут помочь сохранить ваше психическое состояние прямо сейчас. Недавно было опубликовано супер свежее исследование, которое показало, что люди, которые любят хорроры, психологически лучше переносят сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Кто бы мог подумать, что между этим вообще может быть корреляция. Но если задуматься, то вполне себе. При просмотре таких фильмов, как «Заражение», любой другой фильм про эпидемию, фильмы про конец света и даже любой фильм или сериал про зомби-апокалипсис или инопланетное вторжение учат людей тому, что им нужно покупать в случае необходимости. Как реагировать на панику, к чему приводит паника, как обезопасить себя и так далее. Они просто видели это много раз, и они проявляют стойкость и готовность. На самом деле, все, что я говорю о фильмах, играх и квестах, применимо и к другим вещам, которые вызывают у вас хороший стресс. Например, катание на американских горках. И даже тут есть интересные факты. Бронхиальная астма – это серьезное заболевание дыхательных путей. Было доказано, что у людей с этим недугом начинается сильная одышка, пока они ждут своей очереди прокатиться на страшной американской горке. Потому что это стресс и волнение. Страшно представить, что с ними происходит во время и после покатушек, да? А им становится лучше, и одышка их уже не так сильно беспокоит какое-то время. За это исследование даже присудили Шнобелевскую премию. Если кто не в курсе, это пародия на Нобелевскую премию и вручается людям за исследования, от которых хочется заржать в голосину, но потом задумываешься и понимаешь, что да, это работает. Но есть и ложка дегтя. Все мы бесились в детстве из-за того, что нам нельзя было смотреть фильмы для взрослых. Ну, не те, о которых вы сейчас подумали, а фильмы с кровищей и монстрами. И кто бы мог подумать, что это даже к лучшему. Немного нравоучения. Маркировка на кинокартинах и играх не просто так стоит. Если вы маленький ребенок со слабой психикой, то это действительно может сильно на вас повлиять. Вот только посмотрите, у 10-летней девочки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство после просмотра, внимание, «Очень страшное кино 3». Это, очевидно, комедия, но для ребенка все эти сцены могут быть очень реальными. Была история, связанная с просмотром слишком реальной псевдодокументальной программы про призраков, где никого не предупредили, что это постановка. После этой программы не стало 18-летнего паренька. Но история настолько мутная, что мы с ней разберемся в ближайшем топ-секрете. Сейчас остановимся на чем-то более-менее доказанном. YouTube снял 2000 лайков. Так, ну-ка! 10-летних мальчика получили панический... Стоп, хейт, YouTube! Минус 2000 лайков. Ну-ка, быстро все свои лайки на стриме проверили. Гадости. Воруют у нас лайки. Политотов толкают в тренды. Хватит это терпеть. Ну-ка, быстро верните, там посмотрите, у кого лайк сняли. Гадости. Атаки и расстройства сна. После вот как раз этой программы на BBC, минус 3000, нихера где призраков искали. Ну а теперь можно и личный опыт. В детстве я смотрел мультики, и меня папа предупредил, что отойдет по делам. Я этого, разумеется, не услышал, так как был увлечен просмотром. Но после них начались... Я тоже смотрел, раз помню, топ-мультики. Вот, значит, короче, смотрю я мультик. У нас, видеокассеты, помнишь, были раньше? Эти, кассеты такие вставляли в видаки. Вот, смотрю я, значит, мультик. Представляешь, резко мультик обрывается и начинается кино. Там, короче, дядя с тетей. У меня вот такие глаза. Я говорю, а мультик-то не так уж и плох. Так, все, тихо, мы не об этом. Ужасы. И я начал искать хоть кого-то по квартире. Обделавшись, никого не найдя, я в одних колготках и шубе выбежал на улицу зимой в мороз и в слезах помчал в магазин, где работала мама. И это чуть ли не единственное воспоминание из детства, которое отпечаталось настолько сильно. Так что да, это может вызвать дискомфорт у детей как краткосрочный, так в некоторых случаях долгосрочный. У каких-то больше, у каких-то меньше, у каких-то вообще нет. Статистика невероятно маленькая. И, разумеется, нужны еще исследования. Да не, но это я хочу стать хорошим папочкой. Так что буду иметь в виду то, что есть. Но если вы подумали, что как-то сможете ограничить своим детям просмотр таких фильмов в эру доступности контента, то это очень наивно. Их подтолкнут другие дети, да и в конце концов им будет очень любопытно.
Лучше будет, если вы вместе выберете игру или фильм со своим ребенком, объясните им, что это выдумка, будете смотреть на реакцию и, если что, поможете с ней справиться. Звучит достаточно просто. А теперь вы должны понять. Все, что я... Подождите, у нас странца вообще работает? Эй! Чат! Ёпта, вы столько наспамили, у меня... Ты прикинь, у меня чат завис! Вы как это сделали? Ёпта, у меня комп повис! Эй! Не шутя вы? Как вы это делаете? Так, стоп, спам! Лахи! Страшно, очень страшно. Я думал, что все. Но оказалось, что не все. Че у них не получится? Нам еще с вами этого надо посмотреть. Димку нашего. С Раковым. Че у них не выйдет? Это магия. Херагия. Спамить не надо. Дурак. Извини. Так, все. Продолжаем просмотр. Тихо. Сегодня сказал, справедливо, когда у аттракциона, игры или фильма есть предупреждение об эпилепсии, возрастное ограничение, ну, кстати, вот здесь или я согласен, да, для людей с болезнями сердца. Хорроры полезны, если вы здоровый человек. А сама тема страха, думаю, достойна рассмотрения в отрыве от медиасферы, ведь там очень много всего интересного. Что я сегодня понял? Детям хорроры показываем под присмотром. Не заставляем насильно смотреть, когда люди этого не хотят. Но при этом смотрим вместе с теми, кто этого хочет. Выделяем гормоны и кайфуем. Ну, теперь можно и поиграть. Он типа из реала сделал фильтр, наложил. Прикольно сделал, кстати. Не то. Наконец-то ты у меня. Наверное, интеграция плойка, да, 5-й? Блин, прикольно сделал. Даже скипать не буду. Прикольно сделано. Реклама. Крис, не буду скипать. PlayStation 5 у нас. Запрашиваю эвакуацию. Оставлю даже. Понял. Выдвигаюсь. Крис, она выглядит потрясающе. Наконец-то мы не будем ждать загрузки игр, ведь там стоит быстрый SSD-диск. Да, ну да. До встречи. Крис, она вообще не шумит. Мне, кстати, прислали тоже плойку. Да-да, все, иду. Sony прислали. Не так быстро. Она по праву принадлежит мне. Я ждал ее 7 лет. Ты не понимаешь. После того, как я попробовал новый DualSense, для меня другие контроллеры просто перестали существовать. Это совершенно новые ощущения. Я за него волнуюсь больше, чем за свои отношения. Это еще что? Ты вообще видел новые 3D-наушники и новую камеру? Я тебя понимаю. Я, как и ты, не могу пройти мимо потрясающей графики и поддержки 8К всего за 46 999. Вообще ты можешь купить диджитал-версию всего за 37 999 и вообще не потерять в производительности. Наоборот, если купишь подписку на PlayStation Plus, то получишь все топовые игры из коллекции PS Plus. Это охренеть можно, я еще, оказывается, во столько не поиграл. Ну-ка быстро заткнись. Я и так на пределе. Я вообще тоже видел список игр, которые будут на старте и которые выйдут в ближайшее время. Отдай консоль. По-хорошему. Ни за что. Кого? Он убегает! Высылайте отряд! Блин, прикольная интеграция. Прикольно сделано. Ля Глэки. Сука. БМВ, ясно. Ну понятно. Теперь ты в безопасности. Ясно. Объект перехвачен.
Понятно, BMW. Конечно, что у блогеров. У блогеров X6, да. Угу. Понятно, ясно. Сверхмощная консоль нового поколения у нас. Ясно. Сэр. Она очень красивая. У тебя тоже X7. Кто это сказал? Фэк! Охренеть. Вброс. Ссылка на покупку в описании. Сколько Blu-ray стоит? Эх, вот бы Sony вот такую еще прислали, да. VR бы такой прислали, ну да. Надеюсь, это было атмосферно. Эх! Спасибо, что досмотрели. Вот бы Sony бы, конечно, прислали бы, да, еще вот такие вот очки, там наушники, да. Эх, вот бы сейчас Sony Interactive вот эти вот. Сейчас бы такие написали, а куда тебе высылать? И им такой, ой, как неожиданно, боже мой. Ой, ой, ну да, ну да. Да, конечно, сейчас бы кто-нибудь Sony бы поспамил, там написал, сказал, мы их там, можно вот стримеру, это вот там наушники, там вот они белые, там разные, там, да, ну да, да, угу. Да, там всякие эти вот VR, там эти беленькие такие наушнички у них, там, по-моему, 30 тысяч рублев тоже стоит, ну да, ну да. Этот ролик до конца. Надеюсь, вы узнали нечто вот новое бы, о конечно, страхе да. и в некоторых моментах действительно испугались. И не забывайте, что в описании вы всегда можете найти исследования, которые были использованы в этом видео, потому что вы уже наверняка знаете, что все нужно перепроверять. И я всех вас приглашаю на наш второй канал, где выходит много всего интересного, в том числе бэкстейджи со съемок. И, кстати, то, что происходило за кадром именно этого видео, скорее всего, уже на втором канале. Буду рад вас видеть. До скорого, пошел снимать. Слушай, кстати, мы обязательно посмотрим, мне даже интересно, как он вот это снимал. Прикольно. Но вдруг прокатит, что начинается-то, цыганит. Топчик, спасибо тебе огромное, лайк поставил, подписочку оформил, да ты же мой родненький, господи, давай, ты мой хороший, спасибо. Так, ну шо, Димку посмотрим давай. Ай, ну, как говорится, давай посмотрим Димку, да. Вы мне скажите теперь только, как называется-то? Как называется? Замок, что-то, врата в ад, или как мы тогда вводили? Вторая часть, как называется, мои хорошие? Ох, Димка нам ответил, говорит. Ох, вот бы сейчас бы, да. Он еще, знаете, такой, ну да, он мне такой говорит, эх, скоро Леху позову на заброшку. Я такой ему говорю, да нет, Дим, не надо. Он такой, да, позову, да, так оно и было. Да, в ВК там, говорит, добавлю тебя. Да, в инстакарточке там напишу. Ага. Так, нам надо найти с замком. Спуск в бункер. Тьфу, блядь. Подождите, врата в пожилой ад. То ли вот это. Как она называется правильно? Забок Кинель. Сейчас. Замок Кинель. Оно? Так. Какую, ребята, какая серия-то? Я не шарю ни хера. Какую смотреть-то? Вы мне скажите. Оно? Вот это оно, чи не оно? Или не оно? Нам надо посмотреть к тому, аналитику нам надо глянуть. А где? Вот это, что ли, да? Вот оно, по-моему. Вот он, не врите, вот он. Вот это мы смотрели с вами. По-моему, вот это аналитика. Оно? Ребят, поспамьте в чате, я не шарю. Оно нет, чи не оно? По-моему, вот это оно, вот он. Аналитика, вы мне все спамили, посмотри обязательно аналитику. Все мне спамили эту тему. Посмотри. Сейчас посмотрим.
Ребят, кто-нибудь точное название скажет видеоролика? Я просто... Вы писали в комментах миллион разной темы. Нет, не то. Хорошо, давайте. Как точно видос, ребят, называется? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь. А то я так сам хер найду. Замок Гоуска, 2-я часть. А какой Кинель тогда вы спамите? Алло! Так, идите в сральник. Сейчас я зайду на наш канал. Я понял, короче, хитерки в чате. Понятно. Ах, бан. Так, ну-ка, подождите. Сейчас мы на канал зайдем. 742 тысячи уже, ничего себе. Так, мы сейчас зайдем на тот, во-первых, ролик. Сейчас мы все найдем. Сейчас найдем. «Ночь в замке с реальными привидениями» он назывался. Правильно? Правильно. А где ж 2-я часть-то этого? Самый страшный замок мира. Это уже не то. Призрак замка снят на камеру, все мне пишут. Понял. Спасибо. Вот это ближе к истине. А что там, призрак какой-то был? Мы что-то не увидели, что ли, в тот раз? Аить? Да это не оно, ребят. Ни хрена это не оно. Оно все пишут. Оно точно. Все, оно. Это смотрим, правильно? Вот этот видеоролик. Оно, чи не оно? Оно, не оно. Сидят. Ага. Оно. Вроде оно, говорите. Ля какой. Да, все, оно. Все, пишут оно. Все, мои хорошие. Значит так. А, вот, замок Гауска, да? Он так... Вот оно. Так, ребятки. Всем доброго времени суток, кто будет смотреть. Дмитрий, мой хороший. ВК в друзья, все дела. Вот, и спасибо за контент. Мы сегодня смотрим, мне все ребята, вон они мне сидят, спамят. Сейчас у меня чат тут сгорит. Тут 13-15 тысяч человек сидит тут. Выспамливает, как не в себя. Значит, говорят, посмотри, призрак замка снят на камеру. Анализ видео Ghostbusters замка Гауска. Я сразу, естественно, лайк ставлю за такой контент. Вот, и поехали. Чего, вы там тоже, ребят, заходите. Ссылку на оригинал оставлю внизу в описании. И спасибо вам за лайки, за ваши комментарии. И давайте, я не знаю, пишите, спамьте, потому что у нас на этой неделе мы тоже уже, ребят, пойдем в лес. Там искать столб мистический. Я надеюсь, мы не пропадем к херам собачьим. Если пропадем, то будете Димку смотреть, ничего страшного. Вот, все, короче, поехали. Все, давайте. Не оно даже, ничего страшного. Все равно интересно. Мы с вами все посмотрим. Где аналитика замка? Мы хотим понять, что было во вратах в ад. Так. Настало время разобраться, это оно. Да, это оно. Что творилось в этом замке. Врата в ад, это оно. Чего вы мне врете, кто говорит не оно? Идите в сраку. Это оно. Врата в ад замок называется. Привет всем, меня зовут Дима Масленников, и для тех, кто в танке, я хочу еще раз объяснить. Я не ищу паранормальное, я не какой-то экстрасенс и так далее. Я просто отправляюсь в самые страшные места, чтобы показать, что там нечего бояться. И если даже мои камеры что-то фиксируют, я стараюсь объяснить это с научной точки зрения, когда анализирую выпуски. И это тот самый случай. Ребят, это аналитика последнего Ghostbusters «Замок Гауска». В
Вспомните, что я сказал в самом начале выпуска про этот замок, который многие... Бля, мне на секунду показалось, что, короче, вот здесь какая-то херня сидит. Я отвечаю, даже у меня взгляд остановился на этой точке. Называют врата в ад. Ребят, согласитесь, что название уж очень громкое и надо разобраться, оправдано оно или нет. Сейчас я разберу моменты, которые снял замок. Давайте посмотрим, это очень интересно. Ответить на этот вопрос. Что Давай попробуем. Точно, это то, что этот выпуск стал абсолютным рекордсменом по количеству. Ребят, самые первые, можете найти, короче, первую серию, я ссылку внизу оставлю в описании. Давайте все разберемся, там были звуки, там очень много что странного было. Давайте попробуем и вообще послушаем, что Димон сам скажет, это очень интересно. Количество звуков, потому что тут они происходят, ну, практически постоянно. Да, это старое здание, по которому гуляет ветер, а половицы и двери скрипят, ну просто адски. Ну, вряд ли ветер мог сделать это. По-настоящему всему этому можно найти логическое объяснение, и каждую ситуацию стоит разбирать в отдельности. Например, этот звук. Так, давайте послушаем этот звук еще раз и очень внимательно. Как будто что-то передвигают. Какой-то металлический звук, и практически точно он доносится с кухни. Давайте вот просто предположим, что там могло произойти. На этих кадрах вы видите, что в раковине лежит какая-то кастрюлька или крышка, которая, скорее всего, упала со стола в эту раковину и вызвала этот страшный звук. Что еще есть на столе? На нем лежит какой-то непонятный одноразовый стаканчик и баночки от сливок. Вот я практически полностью уверен, что в этом замке точно есть либо крысы, либо мыши, которые могли учуять запах сливок, залезть на стол и случайно сбить крышку в раковину и вызвать Если валяется, лейка валяется, Поэтому кастрюля со 100% вероятностью я делаю вывод, что все эти звуки имеют естественное происхождение. Видите, вот плюс одно объяснение уже. Следующий момент, который вызывает вопрос. Как он объяснит вот эту вот люльку, помните? Люльку, с которой охренели просто все. Ребят, свет не буду оффать, очень плохо камеру захватит. Как он объяснит именно вот эту вот ерунду? Мне очень интересно, как он это сделает. Это момент с люлькой. Все как в классическом фильме ужасов. Вот честно, на тот момент я предположил, что кто-то качнул люльку и скрылся за углом, потому что она покачалась буквально несколько секунд и остановилась. Но мы вообще не слышим шагов. А как вы понимаете, половицы там очень сильно скрипят, и каждый шаг слышит очень сильно. Более того, когда я зашел за угол, там никого не оказалось. В общем, мне кажется, тут нет никакой мистики, и люльку качал обычный ветер. Да, это старое здание, по которому гуляют сквозняки, и они способны качать даже крупные предметы. Например, вот эту большую железную руку. Так что со 100% вероятностью могу сказать, что это был обычный ветер. Это очень странно. Это очень странно, что ветер там, где покачалась рука, я точно помню на видеоролике, можете отлистать, или оригинал у Димки, или я, где смотрел видос, там 100%, по-моему, было окно. Поправьте, если я не прав, там было такое окно, из которого мог этот ветер идти. Вы поймите, сквозняк, эта люлька стоит закрытая со всех сторон. Какой должен быть сквозняк? Это не на маятнике, то есть что-то стоит. Да, на люлька качается. Но какой должен быть сквозняк, чтобы так сильно в определенный момент покачать эту люльку? В определенный момент. И качалась она очень серьезно. Это очень странный момент. Очень странный. Поэтому вот здесь вот есть о чем задуматься. И я не говорю, что Димон прав или не прав. Я просто высказываю обычное свое мнение, как обычный его зритель, не более того. Вот здесь очень странно.
Это странно. Совпадение, да. Поговорить о реальных загадках, которые ставят меня в тупик. Например, горящая свеча. До момента, пока я Димона не услышал, никогда никто не докажет мне, что просто так в замке, в котором нет никого, просто зажглась свеча. Тут два варианта развития событий. Либо над Димкой кто-то захотел подшутить, я не знаю, из его команды, но опять же, он ходит один на заброшку, вы понимаете? Он идет один. Как? Кто туда мог? Либо вот этот вот чувак заранее как-то туда зашел и такой прикол сделал. Это очень странно. Никогда просто так свеча сама по себе не зажжется. Либо кто-то забыл потушить ее. Вам напоминаю. Вопрос. Ночь, деревянный замок, в котором не ночует охрана. И тут горящая свеча, которая просто не допустила не ночует охрана. И вот тут я реально в каком-то тупике, хотя я прочитал огромное количество комментариев, и многие подписчики писали про какие-то непонятные противопожарные свечи, которые можно оставлять. Они медленно горят и практически не плавят воск, поэтому его не было вокруг подсвечника. Противопожарные свечи? В интернете я не нашел практически никакой информации об этих свечках. Если вы знаете, о чем идет речь, пишите в комментариях. А пока это 100% необъяснимое. Стопудово. Полностью с ним согласен. Если предыдущий случай вызывает какие-то вопросы, то то, что я вам сейчас покажу, вызывает реальный страх. Помните, я написал в выпуске... Очень интересно, что вы с этой свечой скажете. Просто ваше мнение. Я уверен, срач будет в комментариях просто глобального масштаба. Плевать. Никого не забаню, пишите несколько версий, переписывайтесь. Мне очень... Правда, очень интересно. Мое личное мнение, единственное объяснение этому, это кто-то просто не потушил свечу. Просто. Либо тот, кто заходил днем, как-то зажег ее, потому что все-таки, ну, комната, помещение закрыто, может быть, там темно. У меня нету, мать его, объяснения этому. Невозможно это объяснить. Либо кто-то специально Диму захотел напугать и зашел из тех, кто туда ему открыл проход. Другого у меня нет объяснения. Заметили. Что заметили? Что же было в этом кадре? Сейчас я покажу вам эту комнату и ее же буквально через 1 минуту. Найдите одно отличие. Я искренне надеюсь, что не я один отчетливо вижу там нечто. Вот сейчас я реально на распутье. Либо это настоящий призрак, либо это то, что можно объяснить. И я попытаюсь это сделать. Хозяева замка, когда к ним обратился мой гид Иван, прекрасно знали, чем я буду там заниматься. Я даже замолчал. Что, блядь? Что-то мне как-то не по себе сейчас стало. Распутье. Либо это настоящий призрак, либо это то, что можно объяснить. И я попытаюсь это сделать. Хозяева замка, когда к ним обратился мой гид Иван, прекрасно знали, чем я буду там заниматься. И, возможно, они решили немного... Только хотел сказать. Это не блик, это не игра света, это не занавеска, это материальный объект, на который падает тень.
Пока я остановлюсь на теории, что все-таки это был розыгрыш с 50% вероятностью, но там происходило все-таки кое-что необъяснимое, что нашли уже вы, и я постараюсь это объяснить все в выпуске «За гранью», который выйдет ровно через неделю. А пока посмотрите еще разок на эти кадры и напишите в комментариях свое объяснение, либо предположение, что это такое. У меня нет предположений. Да ну нахер. Так, ребята, еще один момент. Если вдруг вам не хватит... Бля, я не знаю, правда, это... Ну, типа... Я взрослый человек, и мне реально как-то не по себе даже стало. Это слишком... Тело мистики и ужаса, то есть решение. Я видел трейлеры, фрагменты этого фильма и могу уже с полной уверенностью сказать, что это будет что-то интересное, мистическое и реально страшное. Более того, создатели фильма сейчас проводят конкурс. Переходите по ссылке в описании на трейлер. И что это могло быть? Что-то я даже задумался. Так, окей. Третья часть. Все спамят третья часть. Против воли аудитории я не пойду. Мне самому дико интересно, что это за третья часть. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И ссылку внизу на следующую часть, на третью, вот этой продолжение этой истории я оставлю внизу в описании. Погнали, прямо сейчас я найду и посмотрим. Это дико интересно. Это типа... Что? Это типа что? Кто это? Хозяева могли пошутить? Ну, как это вообще возможно? Хозяева? Ну, что-то, ну, такое. Что-то мне вообще на заброшки, ребят, перехотелось идти. Это очень криповая херня. Ну-ка, подождите, название мне дайте следующей части. Третья часть названия. Точное название третьей части. Паранормальное в замке врата. Секунду. Я вернулся в этот замок, вижу. Что? Охренеть, вообще что? Он опять туда поехал? После всего вот этой дичи он туда вернулся? Да ну нахер. Это не прикол, это серьезно? После того, что было в первой части, которую мы смотрели, дальше после аналитики всего того, что ему скинули подписчики, он вернулся в этот же замок? Что? Это 100% лайк за смелость, дикий респект, уважение, это очень круто. Это надо бубенчики иметь очень жесткие. Ребята, все ссылки оставлю внизу в описании. На оригинал очень хочу посмотреть эту часть. 100% мы ее сейчас посмотрим, ребят. Подписывайтесь на меня, на Димона. Все, кто не знает его контент, обязательно посмотрите. Рубрика «Все вот это» называется, если я не ошибаюсь, Ghostbusters. Приятного просмотра, погнали. Просто я прям хочу посмотреть это. Он вернулся в этот замок, серия. Он вернулся туда. Это четвертая часть. Бля, почему он не назвал серии? Как найти? Вот это или как? Вот это? Но это 4 года назад. Это не то. Как, ребят, называется? Блять, я не могу найти. За гранью, вот это.
Но это, ребята, это 4 года назад. Это невозможно. Что за бред? Вот это, все, это, да? Это все? Правильно я открыл видос? Я, сорян, ребят, просто заранее не подготовился. Я не знал, что так всем будет интересно 3-ю часть увидеть. Вот это мы сейчас на ночь насмотримся. Блин, у меня мурашки по коже побежали. Все, оно, да? Вот, за гранью. А, все-таки зря я на Димона гоню. Вот у него 3-я часть все-таки написана для таких, как я, особо одаренных. Да, это. Все, погнали, ребят, смотрим. 3-я часть. Здесь кто-нибудь есть? Это пиздеж чистой воды. Он даже моложе здесь. Тот, кто написал, да, долбоеб конченый. Это не может быть. Как это, бля? Он снял это 3 года назад, а 3-ю часть он снял 4 года назад. Бля, пермаки бы дать таким дебилам. Бля, ребят, кто-то здравый, напишите, как называется точное название. Я очень хочу посмотреть. Я не знаю, как правильно называется. Я, просто не найду. У него ссылок, ребят, нет. Он не оставляет ссылки. Вы мне говорите, что вот это 4-я часть. Самый страшный замок. Вот это, что ли? 2-е, вот это? Вот это больше похоже на истину. Оно? Подождите, ну вот это вот, да, вот это вот как раз 3 года назад снято. Вот это больше похоже на истину. По-моему, оно. Паранормально тот самый замок. Что он здесь делает? Подождите, я быстро вот так вот промотаю. Как раз он, наверное, разбирает этот поход по замку. Вот это оно, да-да-да, все. Это 100% оно. Ребята, все, мы нашли наконец-то этот видеоролик. Называется «Паранормальное в замке с привидениями. Самый страшный замок мира за гранью». 3-я серия, ребят, все, вот это точно оно. Безумно хочу посмотреть и 3-ю и 4-ю серию 100% сейчас это сделаю. Прям вообще 100%. Всем приятного просмотра, ребят. Лайк, подписка, поехали. Блин, пипец как интересно. Мне-то взрослый человек, мне самому интересно. Постоянно появляются факты. Странное, страшное, просто не знаю, как вот это вообще можно объяснить. Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Ребята, я действительно читаю ваши комментарии, и я увидел, что появилась неприятная ситуация с Алексом Супером. Ответ на эту ситуацию я уже записал на моем влоговом канале, ссылочка будет в описании. А также я увидел, что вам очень не понравился мой последний эксперимент, а именно съемка аналитики Ghostbusters. На 2 зеленые камеры в домашней обстановке я хотел сделать что-то вроде паранормального явления, но в конечном итоге результат меня очень сильно разочаровал. Не знаю, мне понравилось. Сейчас я нахожусь в своей привычной студии. И я буду разбирать моменты, которые прислали именно вы. Замок Гоуска, врата в ад. По моей аналитике стало понятно, что в замке Гоуска... Ребят, если вам интересна такая тема, если вам интересно, чтобы мы дальше смотрели видосы Димона Масленникова, поставьте, ребят, палец вверх. Сейчас YouTube снимает просмотры, снимает лайки ваши. Вот даже в прямом эфире уже несколько раз нас сняли. Обязательно, ребят, палец вверх и куча комментариев спамьте. Короче, я вас не буду учить, вы все знаете, все умеете. Спасибо за поддержку. Творилось, ну, что-то невообразимое. Вот я оно. предположил, что это за была херня? всего лишь шутка хозяев замка и попросил вас написать ваше собственное мнение в комментариях. И я вам честно скажу, что ваши доводы заставили меня усомниться в моей теории. А когда я изучил те моменты, которые прислали вы, я понял, что был неправ. О замке Гоуска вы прислали огромное количество комментариев и моментов, но 2 из них
реально взрывают мозг. Я предлагаю откинуть все остальное и разобрать эти два момента в мельчайших подробностях. И, пожалуйста, досмотрите до конца. Конечно, досмотрим. Только давай без скримеров, страшно. Буду с вами честен. Я действительно увидел первый момент во время монтажа Госбастера, но подумал, что это обычный блик. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что это явно не игра света. Все внимание на экран. О, Господи! О, Господи! Что же мы здесь видим? За окном балкона видны два пятна. Одно движется горизонтально, а второе статично. Во время монтажа я заметил легкое движение, но понял, что оно вообще не важное. А мне надо было смотреть именно на статичный объект. Давайте сейчас приблизим картинку, осветлим ее и посмотрим эту сцену покадрово. О, Господи! Мурашки реально по всему телу. Возможно, это какой-то обман зрения, но это чертовски похоже на человеческое лицо. Давайте конкретно. Есть глаза, я молчу, я даже сказать нечего. Есть рот и нос. Слишком лицо похоже. Лицо вытянутое и бледное, но все-таки это человеческое лицо. Самое интересное, что когда я повернулся назад, чтобы посмотреть, что за скрип был у меня за спиной, а потом вновь направил камеру в сторону зеркала, там уже не было бликов. В принципе, там уже не было ничего. Каким бы скептиком я ни был, тут конкретный факт присутствия кого-то. Так, давайте сейчас просто отбросим мысль о том, что это был призрак, и вернемся к... Стоп. А вот здесь сейчас важно. Если вы не против, я немного разберу и просто подумаю сейчас сам. Я заметил одну вещь. Звук пока выключу. Вот смотрите. Димон стоит на месте. Да? То есть он снимает вот этот кадр. Очень внимательно сейчас смотрим. Он снимает этот кадр. Вот, я на вас, да, смотрю. Вот вы это зеркало, вот это прямо. Его что-то пугает правее. Правее. И тут очень важно. У него за спиной висит огромное количество оборудования светового, которое могло дать этот блик в определенной точке, под определенным углом, как он стоит. И вот здесь сейчас важно, когда он обернулся уже назад, и он говорит, я посмотрел снова в это зеркало, уже этих бликов не было. Если он сошел с этой точки, где он стоял, то блики от светового оборудования могли уже быть под другим углом. И, соответственно, свет, точнее, мог под другим углом быть. И, соответственно, свет в этом зеркале, то есть в виде каких-то бликов, в виде вроде как человеческого лица, мог немного измениться. Это самое первое, о чем я подумал. Очень внимательно теперь смотрим. Я звук пока не включаю. Просто ракурс. Как он повернулся? Очень важно, как он повернулся. Как? Он сдвинулся с места или нет? Как? Еще раз момент поворота. Это он показывает. 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 Я сейчас, если что, я верну, ребят, все, не переживайте. Вот он показывает блики. Вот он момент поворота. Смотрим. Смотрим, вот он. Оборачивается. На месте он стоит. Вот запомните, как он в зеркале стоит. Вот, запоминайте. Видите, как он стоит в какой точке?
Посмотрите, мы не увидим, я так понял, невозможно увидеть. Смотрите, очень медленно. Замедленная съемка. На 0,5 ставлю. Поехали, Димон. Он двинулся с места. Он сделал шаг. Вы это все видите. Он шагнул в сторону. Вот, друзья, смотрите. Смотрим еще раз этот момент. Вот он стоит, вот он делает шаг. Вот он шаг. Сзади вот у него висит фонарь. Он двинулся. Он сдвинулся, сделал шаг, оборачивается. Смотрите дальше. И мы даже здесь можем увидеть, он стоит не ровно напротив вот этой двери, а немного левее, ближе к зеркалу. То есть, это лишний раз доказывает мою теорию. Если вы на зеркало светите ровно светом, ровно, вот камера, вот я на вас смотрю. Вот если я вот так вот сейчас на вас посвечу телефоном, бликов не будет. Он будет ровно. Вот у вас будет ровно, ну, за свет. Прям ровно свет упадет. Если я вот под таким углом чуть-чуть отодвинусь, то вот этот свет, который сзади меня, он даст как раз с левой стороны камеры блик. Я как человек, который работает, немножко, ну, понимает вот в этом вот, чуть-чуть, ну, так, маленько самое. Я понимаю, что будет небольшой засвет. То есть я даже сейчас на камере вижу такой, знаешь, как в левом верхнем углу, как такой блик. Вот поэтому мое личное мнение, что только это может объяснить. Он просто сделал шаг в бок. Но слишком правдоподобно выглядит этот силуэт. Я полностью с Димоном согласен. Но первое объяснение, которое я заметил сразу, то, что он сделал шаг вправо. Пишите в комментариях, ребят. Просто высказал свое мнение, не более того. Без хейта, просто мое мнение, как обычного зрителя. Погнали. Зеркало, там уже не было бликов. Так. В принципе, там уже не было ничего. Каким бы скептиком я ни был... Еще раз смотрим. Он показывает кадр. Еще раз, очень внимательно, это очень важно. Заметьте угол, под которым он сейчас показывает. Мы видим дверь. Ручка, да, или что-то на это похожее. Вторая створка двери. Запомнили? Смотрите, листаю до этого кадр. Мы не видим правую створку двери. Мы ее не видим. То есть он как раз сделал отшаг, и у него получается, мы вот этот кусок вообще там не видим. Вообще. То есть вот, лишний раз вам показываю. Каким бы скептиком я ни был, тут конкретный факт присутствия кого-то. Вы видите? Вот ручка. Где вторая створка? Не видно ее. Блик просто остался. Понимаешь? Еще раз всю ситуацию. Еще раз хочу посмотреть. Это очень важно. Ребят, мне скоро с этой херней самому придется столкнуться. Ваше собственное мнение в комментариях. Это реально стрёмно. Я вам честно скажу, что ваши еще раз смотрю. Это очень важно. Усомниться в моей теории. Шерлок когда Холмс, я изучил те моменты, которые прислали вы, я понял, что был неправ. Видел первый момент во время монтажа Госбастера, но подумал, что это обычный блик. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что это явно не игра света. Все внимание на экран. О, Господи! О, Господи! Что же мы здесь видим? За окном балкона видны два пятна. Одно движется горизонтально, а второе статично. Во время монтажа я заметил легкое движение, но понял, что оно вообще не важное. А мне надо было смотреть именно на статичный объект. Давайте сейчас приблизим картинку,
осветлим ее и посмотрим эту сцену. Ручка, дверь очень, блядь, похожа на человеческое лицо. Слишком похоже. Очень криповая херня. Особенно, когда засветлил, прям вообще жесть. Пошел ты нахер, ты одно и то же мотаешь. Слышь ты, долбоебер, блядь. Я сижу в моменте, разбираюсь им. Я буду мотать 200 раз, чтобы разобраться и высказать свою точку зрения. Если ты овощ, который без своей точки зрения, просто твой билет Москва, манатки и нахуй. До свидания. Мы сидим, разбираемся, и это очень круто, когда есть какие-то мысли, и есть хоть какие-то догадки, попытаться самому, без спойлеров, что-то объяснить. Мурашки реально по всему телу. Возможно, это какой-то обман зрения, но это чертовски похоже на человеческое лицо. Давайте конкретно. Есть глаза, есть рот и нос. Лицо вытянутое и бледное, но бля, страшно, конечно, все равно. Это человеческое Как лицо. хорошо, что Самое Димона ты интересное, изначально что не когда увидел. я повернулся назад, чтобы посмотреть, что за скрип был у меня за спиной, а потом вновь направил камеру в сторону зеркала, там уже не было бликов. В принципе, А может быть, я и не прав. лицо вытянутое и бледное, но все-таки это человеческое лицо. Самое интересное, что когда я повернулся назад, чтобы посмотреть, что за скрип был Отшагнул, у меня поворачивается, за спиной, повернулся. а потом вновь направил камеру в сторону зеркала, Не шагая, поворачивается, на этой камере видим. там уже не было бликов. Кусок этот обрезан с бликом. Обрезан кусок, потому что он отшагнул. Нет у меня варианта ответа. У меня единственный вариант ответа на этот вопрос вот при детальном рассмотрении, то, что просто угол освещения изменился. Единственное что-то здравое, что я могу сказать. Больше, извините, ребят, у меня В догадок нет. принципе, там Сорян. уже не было ничего. Ваши Каким бы версии. скептиком Братцы, я ни разберите сами это видео. Мальчики, девочки, ребят. Я просто попытался хоть как-то это объяснить. Постарайтесь сами объяснить. Это правда очень интересно, это очень правдоподобно. И посмотрите. Просто посмотрите и напишите в комментах. Обязательно почитаю ваши комментарии. Мне очень интересно, что вы напишете. был, тут конкретный факт присутствия кого-то. Ну, похоже. Слишком похоже. Так, давайте сейчас просто отбросим мысль о том, что это был призрак, и вернемся к теории, что меня хотели напугать хозяева замка. Замок имеет мистическую и одну из самых страшных историй в мире, но сейчас это место вообще не популярно. Хозяева замка знают, что я еду снимать там паранормальное, и если бы я там ничего не снял, то легенда о вратах в ад была бы просто разрушена. Он прав. Если бы я был хозяином подобного замка, то я бы приложил просто максимум усилий, чтобы этого не допустить. Допустим, это был действительно реальный человек в черном одеянии, который просто тихонько ускользнул из кадра. Тогда возникает вопрос, почему же я не слышал этого человека, который перемещался по замку. Да, пол там очень скрипучий, но, честно говоря, я не пытался ходить там в носках. Да и ходить тихо я тоже не старался. Мне кажется, если бы я снял обувь, то, аккуратно ступая на пол, можно было перемещаться практически беззвучно. Но самый главный момент, этот образ я увидел на 3-м этаже. А между прочим, призрака в белом, который присутствует у меня на аналитике, я видел именно на лестнице, которая ведет на 3-й этаж. Вот эта лестница на 2-м этаже. А вот эта же лестница на 3-м этаже. Следовательно, человеку нужно было просто немного переодеться, пройти комнату со столом и совершить свое второе появление на лестнице и скрыться из кадра, пока я отвернусь. Вот все сейчас реально встает на свои места. Огромное количество звуков, это падение, скрипы, шаги. Мне кажется, что все это был один и тот же человек, который пытался меня напугать. Например, этот звук доносится прямиком. Не соглашусь. Не могу здесь согласиться. Смотрите, объясню свою позицию. Количество моментов. Давайте вместе считать. Зеркало. Вот этот момент. Раз.
Лестница со 2 на 3 этаж. 2. Люлька. 3. Что-то еще где-то было. 4. Куча разных мест по дому. И чувак бы, он в любом случае... Бля, хотя нет, ни хрена нет. Как раз, может быть, и были эти скрипы, то, что чувак передвигался. Свечка, да. А, свеча еще. А свечка на каком этаже была? На 2? Как он так мог передвигаться? Но опять же, это надо детальную схему замка смотреть. И более четко и внимательно рассмотреть, как он мог так правильно маршрут проложить. С другой стороны, ребят, замок, там ходов, проходов миллион. Сложно здесь сказать. Просто догадка. Со стороны балкона. Такое чувство, что человек что-то просто выронил. Со стороны балкона. Как вот что-то упало. Знаешь, вот что-то вот типа... Я не знаю, ну не телефон, но что-то вот, как будто что-то реально выпало. Здесь согласен. Такое чувство, что человек что-то просто выронил. То же самое касается и других звуков. Например, непонятный вой, который я услышал в одной из первых комнат. Это один анекдот. Если человек во внутреннем дворе изобразит вой или другой звук, то он разнесется эхом по всему зданию, потому что замок имеет форму даже не колодца. И вот теперь самая главная деталь, которую нашли подписчики на просторах интернета. Они нашли легенду о том, что в замке Гоуска обитает призрак дамы в белом. Ничего вам не напоминает? Все, на этом можно было бы заканчивать разбор и делать стопроцентный вывод о том, что это обычный розыгрыш хозяев замка. Потому что все стоит реально на своих местах. Но потом я наткнулся на один единственный момент, который рушит напрочь всю эту теорию. Бля, у меня, твою мать, у меня взрыв мозга идет. Я взрослый чувак, который... Я сижу, у меня куча эмоций. Я не знаю, как Димон это делает, но огромнейший респект ему за контент. Я сижу, у меня, блядь, ладошки все вспотели, насколько это интересно, вот разбираться во всем вот этом вот. Я не представляю, когда мы пойдем что-то снимать, мне кажется, вы найдете столько всего, блин, после первой же заброшки, что я просто развернусь нахер, уйду оттуда, скажу, провались оно пропадом, я просто Димона буду смотреть. Ну его нафиг, блин. Внимание на Все, сорян. Я захожу в комнату с круглым столом. Так. В кадр попадает старинное зеркало. И вот давайте сейчас блядские эти зеркала посмотрим в его отражение. Мы видим дверной проем и какие-то белые разводы на стекле. Но внимательные подписчики нашли одну очень странную деталь. Я двигаюсь, и, естественно, мое положение относительно зеркала меняется. Следовательно, должны и двигаться разводы на стекле. Все разводы двигаются, кроме самого крупного. Это белое нечто будто замерло на месте дверного проема. Допустим, это блик или игра света, но эта теория тут же убивается одним простым фактом. Этот белый объект перекрывается стоящим стулом. Вот эта черная полоса — это спинка стула, за которой находится белый объект. Из этого мы можем сделать вывод, что это реальный материальный объект, который стоит в дверном проеме, и его высота примерно 160-170 сантиметров, если смотреть в соотношении с высотой стула. В голову сразу попала мысль, что это развод хозяев замка. Я тоже так подумал. Дим, если ты когда-нибудь увидишь это видео, братан, я все понимаю, там, вы снимаете видосы и все остальное и так далее и тому подобное. У меня сейчас есть один вопрос. Просто сейчас все отключите мозг, все, кто смотрит это видео на стриме, в повторе. Просто вот задумайтесь, что бы было,
Это же все, ну, если даже это кто-то стоит подставной человек, да, вот этот тень, вы вообще себе представляете, что испытал бы Дима Масленников, если бы он повернул лицо, и чувак бы просто двинулся? Или бы, ну, как-то бы он что-то сделал? Вы вообще себе представляете, что бы испытал человек? Там бы сердце просто лопнуло бы нахер на месте. Потому что ты отчетливо видишь, там реально стоит, знаешь, такой чувак, как будто какой-то тряпкой накрыт. Но вы себе вообще представляете, просто вот, ёпта, ты стоишь там в 10 метрах от тебя, вот просто стоит какой-то объект в темноте, который ты фонарем подсвечиваешь. К чему я это говорю? Дим, будь аккуратней, будь осторожен. Просто одна какая-то вот такая шутка хозяев замка, я не знаю, какой-то заброшки может привести просто к тому, что, ну просто может, я не знаю, просто смотри за здоровьем, братан. Это очень стрёмно, это очень крипово. Я не представляю, если бы эта херня двинулась, если бы я был на твоем месте, что бы я испытал. Я отвечаю, у меня бы просто бы, блядь, я бы сквозь землю бы провалился. Это, ну, это было бы просто жестко. Подумал, но я пересмотрел кадры и понял, что человеку тупо некуда прятаться. В предыдущей комнате практически нет ничего, кроме рояля, комода и дверей. Куда спрячется человек? То есть человек, который меня пугает, должен был буквально за несколько минут переодеться, выйти с балкона, дойти до меня и потом буквально раствориться в воздухе. А самое интересное, что вы помните, как открываются двери у этого балкона. Нет, это физически никак невозможно. И вот теперь на добивку главный факт, от которого, ну, мне кажется, реально посидел. Бля, не томи! Я посмотрел запись с задней камеры. И там ничего нет. То есть этот объект есть только в отражении зеркала, а в реальности его не существует. Честно, от этого башка просто взрывается, и я не могу это никак объяснить. И вот тут в голову вгрызается еще одна мысль. Если этот момент не розыгрыш хозяев замка, то, возможно, и другие ситуации это тоже реальность. Честно, я не могу оставить это без внимания. Я точно вернусь в этот замок. 100% вернусь в этот замок с большим количеством измерительного оборудования, с людьми, и мы попробуем повторить этот эксперимент, чтобы отбросить все возможности с розыгрышами и так далее, чтобы я был не единственным свидетелем этого явления. И вот тогда мы поймем, реально ли существует что-то необъяснимое, или это просто легенда. Я хочу сказать огромное вам спасибо за вашу поддержку, за то, что вы смотрите меня и мой канал. Это действительно мотивирует на дальнейшую работу. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий с любыми местами, куда я мог бы поехать. Братан, это, я не знаю, я просто, чтобы не забыть, я сразу лайк поставлю еще от себя. Это очень лютый контент, это, ну, я не знаю, это настолько эксклюзивное то, что ты делаешь, насколько это возможно. Для съемок следующего выпуска Ghostbusters. И, между прочим, я собираюсь сделать его из России. Так что у вас есть шанс, что я приеду именно к вам в город. Вот и одна из самых интересных тематик вообще в интернете, смело говорю сказать, то, что Ghostbusters это самое интересное, что сейчас есть для меня точно. Ко всем моим подписчикам. Мы с Алексом совершенно два разных канала. Я никогда никого из вас не призывал писать какой-то негатив ему в комментарии. И, пожалуйста, не делайте этого. Зачем так, нас... ну здесь уже эти местные разборки. Короче... Охренеть. Охренеть просто, что вообще происходит, что за ужас там творится. Меня убила его одна фраза, когда он сказал: а что если, бля, все, что там происходит, это ни хрена не какая-то постанова? Вы вообще себе осознаете, что вообще это такое?
Ребят, сейчас время уже очень много. 4-ю часть посмотрим в следующий раз. Просто я вам так скажу, как всегда, 50 тысяч лайков, ребята. Если вам интересно, эта тематика, эта рубрика, мне она безумно интересна. Ребят, набираем, ставим и просто врываемся. Я вообще просто в шоке от того, что я увидел на этом ролике. Я не знаю, что сказать. Это вообще жесть какая-то. Как? Последнее самое. Как? Когда стоит эта херня, она попала 100% во вторую камеру. 100%. Пишите ваши комментарии. Я говорю, 50к лосей, мы посмотрим 4-ю часть. Я 100% посмотрю все выпуски Ghostbuster, потому что это просто имба. Это очень круто, и огромный респект Димону за этот контент. Больше ничего даже сказать не могу. Это жесть. Это просто жесть, насколько интересно и мощно. Просто мощно, блин. Сказать даже нечего, я не знаю. Блин, я на этой ноте, на самом деле, я хотел темную сторону посмотреть. Ребят, давайте в следующий стрим я посмотрю темную сторону. Я просто поражен от того, что я сейчас увидел. Стрим идет 3 с лишним часа. И я хочу вам сказать огромное, ребят, спасибо. Я, правда, не знаю, как я буду снимать заброшки. Я не знаю, хватит ли вообще у меня духа это делать. Но то, что я сегодня увидел, это просто забейте, ребят. Это очень жестко. Это, ну... Я не знаю, пошел бы я один или не пошел вообще когда-нибудь в такое место. Смогу ли я это сделать, хер его знает тоже. Без всякой лишней иронии и всего остального скажу, что это очень страшно для меня. Все. Пойду, ребят, я отдыхать. У нас сейчас еще встреча как раз, кстати, с чуваком по оборудованию, по всему остальному. И я постараюсь уже на этой неделе для вас, ребят, записать, да для себя в первую очередь, побороть свой страх и записать видос уже первый с заброшки. Заброшка очень криповая. Там прям такая она лютая, она с историей, и я вам расскажу эту историю. Ничего выдумывать не буду. Мы нашли кучу всего сейчас материала. В общей сложности, по чесноку скажу, где-то 2 недели у нас ушло на то, чтобы поднять вообще вот все, что мы нашли. Где только возможно. У нас целая команда на эту тему работала. И это будет очень интересно. Это будет в такой сталкерской теме, плавно переходящие просто в те эмоции, которые вы будете видеть. Я ничего монтировать не буду, я не буду вставлять какие-то звуки, еще что-то. Я просто хочу, чтобы вы ощутили эту обстановку вместе со мной. Вот и все. Блин, пипец, я под впечатлением. Ладно, ребят, все, я погнал. Мое почтение. Спасибо за этот стрим, ребят. Напомню, YouTube сейчас снимает лайки и вообще просмотры, и все. Есть такой баг, я думаю, скоро его починят. Спасибо вам огромное за этот вечер. Приятного вам выходного дня. Добра вам, удачи, позитива, ребят. И побольше улыбок. И самое главное, не болейте. Остальное все будет. Жду вас также, ребят, на своих стримах на канале Hard Games. Это игровые стримы, очень такие тоже атмосферные, крутые. Можно вечерочком позалипать с близкими людьми, потому что там мата самый минимум, и можно почилить. Так что заходите тоже, ребят, буду рад. Все, с вами, как всегда, был я, Леха. Канал называется у меня Hard Play. Спасибо вам просто за все, то, что вы сейчас делаете для меня. Для меня это, ребят, очень важно. И спасибо, что толкаете меня для каких-то новых творческих подвигов и новых рубрик. Спасибо. Всем удачи.